Меня зовут Саня, это канал домашний. В основном я специализируюсь на гаджетах, таких как телефоны, ноутбуки. Ноутбуков, правда, мало, но больше всего у меня беспроводных наушников. Также очень много колонок и всего, что связано со звуком. Понятно, с ценой вопроса до, наверное, долларов 600 долларов. Может быть, 1000, во всяком случае, если это касается звука. Вот, в первую очередь я хочу еще раз поздороваться всем, кто на стриме. Стрим будет, как всегда, идти по алгоритму. Я сначала раскрываю тему, мы потом с вами дискутируем по поводу этой темы. И после того, как мы подискутировали, я отвечаю на все ваши вопросы, которые, возможно, за эту неделю у вас накопились. Первое, с чего бы я хотел начать, конечно же, с того, что на канале постоянно проходят конкурсы. Одни из этих конкурсов основные – это 5 Mi Band 5 серии. Я разыгрываю ежемесячно 30 числа за лайк, подписку и комментарий к любому видео. То есть достаточно просто подписаться на канал, поставить колокольчик и написать любой комментарий к любому из видео. Плюс, конечно же, подписаться на канал для стримов, и у вас должны быть открыты подписки, чтобы я вам мог написать, что вы победитель. Последние месяцы все победители Mi Band'ов находятся. Может быть, пара человек не нашлось, а основная масса, огромное вам спасибо за фидбэк, за то, что я не ищу вас долго. Это раз. Два. Помимо этого проходят еще конкурсы стабильно с розыгрышем каких-нибудь там наушников. Сейчас наушники Edifier. Накладные разыгрываются. Это не Edifier, это Q30 Anker. Но вот такие накладные, не полноразмерные. Вот. Второй момент. Не, полноразмерные они. Второе, что разыгрывается, это шнурок Vivo TVS. И третье, это колонка Tronsmart Mega Pro. И почему как раз стрим сегодняшний посвящен такой теме, как примеры звучания беспроводных наушников и колонок в YouTube. Это навеяло мне исключительно, навеяли эту тему мне последние обзоры мои. Мои последние обзоры в большинстве своем были про колонки. Эти колонки благополучным образом, как всегда, в основном завоевывают ума юных зрителей. То есть, понятно, мы видим молодежь с колонками, кто-то, конечно, берет их себе как альтернативу акустике в машину, но таких меньшее количество людей. И, разумеется, кто-то покупает себе их на даче, либо что-то подобное. Четко мы должны понимать, что какие бы ни были суперские беспроводные колонки, там все усложняется, если работать не по проводу, а по воздуху, кодеками, протоколом Bluetooth и еще чертовой тучей причин, почему звук не будет такой крутой, как если вы за 1000 рублей купите колонку и напрямую подключите ее к своей звуковой карте в ноутбуке либо компьютере. Сейчас я подожду, пока наберется хотя бы 100 человек стандартно, и раскрою тему. Не забываем прожать лайк за труды, не забываем те, кто смотрят данный стрим в записи, обязательно написать свое мнение по поводу этого стрима. Какое именно? То есть вы согласны со мной или нет? Это раз. И второй момент, что мне очень важно, продолжать ли в таком формате еженедельные стримы или достаточно будет, допустим, раз в месяц. Потому что еженедельно у меня проходят также стримы по понедельникам для спонсоров. Единственная разница там в том, что могут писать только спонсоры, и среди спонсоров я что-то там разыгрываю. Что я разыгрываю, можете посмотреть в сообществе канала. Их достаточно много, этих девайсов, как много, еженедельно по одному девайсу я и разыгрываю. Поэтому я считаю, что это довольно большое количество. 5 секунд, я сейчас проверю сообщения. Сообщений я, к сожалению, сейчас не вижу. Опять у меня проблемы с 5. Вот, 100 человек уже есть. Все. В принципе, можно начинать. Зорн, Уан, Юрий, всем привет. С чего я хотел бы начать? С того, что на руках у меня было около 300 пар, 4-5 даже. Будем называть 400 пар наушников беспроводных у меня было. Логично, я еще раз повторяю, что канал домашний, никогда по ТЗ я не работал. ТЗ — это техзадание. Чтобы вы понимали, когда я говорю, я не работал по техзаданию, я никогда ни у кого не брал, и девайс какой-то, не говорил, я буду рассказывать о нем так, как вы хотите. Но техзадания мне при любом раскладе, если какие-то у меня и были наушники из тех, что я не купил, авеевские я купил сам, то есть, если, чтобы вы понимали. Анкер сам, кстати, Анкер кому-то посылает. Я посмотрел на YouTube, недавно появились обзоры на 2 Pro, но понятно, там пытаются чуть-чуть другую версию продавать, это раз, и два. Помимо того, что там пытаются ее чуть-чуть другую продавать, там прям пытаются продавать.
Huawei то же самое, никогда мне ничего не слали. В общем, чтобы вы примерно понимали, наушников 95% я покупаю сам. Но из этих 5% пар наушников, которые мне все-таки присылают, которые я в перспективе разыгрываю, то есть у меня условие всегда простое, вы присылаете мне несколько пар, я рассказываю о них как хочу и разыгрываю их впоследствии. Чтобы вы понимали, не было ни одного из производителей, кто бы мне сказал или в ТЗ указал, было бы хорошо, чтобы вы записали звук. Почему? Потому что это, на их уровне, там уже взрослые люди сидят. Логично, что там не 12-летние пацаны для того, чтобы просили какую-то непонятную штуковину. Проще говоря, они даже этого не просят. Следующее, о чем бы я хотел сказать, это в первую очередь, на что бы акцентировало внимание ваше. Существует очень большое количество брендов, включая Huawei, Apple, то есть это гиганты, Xiaomi уже довольно большой гигант. И ни один из этих производителей, заметьте, на YouTube либо еще где-то не оставлял примеры работы их наушников или колонок. Опять же, потому что они боятся, что с ними будут судиться. Опять же, потому что они прекрасно понимают, что вы слышите свой ЦАП, вы слышите свои динамики. И то, что для вас записывают в YouTube, особенно в YouTube, абсолютно бесконечно, даже близко никаким образом не соотносится с тем, что записывают. И я сейчас попытаюсь объяснить на пальцах, почему. Я надеюсь, что вы уже поняли хотя бы то, что люди, которые заинтересованы в том, чтобы продавать данный продукт, не продают его самым очевидным образом. То есть логично, вы открываете любой обзор колонки и слышите, как вам включают ее пример звучания. Это дно. То есть это дно в плане того, что люди реально рассчитывают на школьников. Это не потому, что возможно, вполне возможно, кто-то из взрослых людей послушает и скажет: да, я слышу темное звучание, или я слышу глубину, или я не знаю, что можно слышать через YouTube, потому что примерно рассказываю вам алгоритм рендеринга. Я не собираюсь рассказывать вам, что вот сигнал, потом его обрабатывают, это вот такие палочки, не буду никакие формулы для вас писать. И даже по поводу бинуральных голов. Спасибо большое, что вы написали, но я собирался к этому прийти. Если вы погуглите, зачем эти головы нужны, это точно не для того, чтобы записывать примеры того, каким образом идет звук. Это примеры того, как звук идет в голове человека. И бинуральные головы более-менее хорошего качества, хотя, опять же, любой звукорежиссер вам скажет, что бинуральная голова — это не панацея. Это не 100% человек будет так слышать, потому что у каждого человека своя антропометрия. И когда народ даже ставит эти стенды, вы понимаете, что это не стенды за 2 миллиона, опять же, вы не будете на акустике, и вам не скидывают эти файлы не сжатые, вы будете это дело смотреть и смотреть, черт с ним, слушать через YouTube. YouTube сжимает формат звука до AAC, а Opus и WebM. То есть, проще говоря, чтобы на пальцах те, кто хоть раз пытался залить файлы какие-то в YouTube или в Instagram, он замечает, что, допустим, заливаю я ролик на 9 гигабайт, на выхлопе он максимум 600 мегабайт. И сжимается не только видео, сжимается и аудио. И помимо сжатия, притом такого более чем серьезного, то есть, проще говоря, звук прям урезается очень бодро относительно того, что я записываю. Помимо этого, разумеется, я конкретно вот записываю, допустим, свою озвучку для ролика, я использую программы для того, чтобы звук был лучше. После этого происходит рендеринг в Adobe у меня же, он изменяется. После того, как выгружается, то есть звук меняется, притом радикально. После того, как вы выгружаете ролик на YouTube, YouTube сам его сжимает. После того, как он... Плюс мы, конечно же, вспоминаем, что вот у меня источник, я разговариваю, меня слышит человек через 50 сантиметров, не так, как вы меня слышите. Почему? Потому что очень часто мы говорим: у меня голос совсем другой. Так он у тебя реально другой в жизни. Многие говорят: да, он у тебя такой же, почти такой же. В записи, в принципе, все звуки уже другие, даже когда у вас супер-мега крутая техника. Но, допустим, у вас супер даже мега крутая техника, каким-то образом, почему люди в консерватории ходят слушать что-то, почему люди ходят на концерты, вы никогда не получите на 100% живого звучания. Вот. Дальше, по поводу... то есть мы имеем еще и помимо этого какие-то в микрофоне искажения.
После того, как вы загрузили на YouTube, это сжатое, пережатое 300 тысяч раз аудио. Человек включает это дело на телефоне или или через наушники, или неважно как, хоть через колонку. Он уже сжатый звук будет слушать еще с дополнительными искажениями, потому что там будет его работать САП, его динамик, его, проще говоря, и он еще плюс будет это дело, если это наушники, воспринимать как колонки маленькие, а по факту наушники, те же вакуумные, слово вакуумные, они дают тот звук, который вы слышите за счет амбушюр, которые вы под себя правильно подберете, за счет того, что он у вас близко к источнику звука, за счет в конце концов прохождения через ваш ушной канал. В общем, проще говоря, к чему это все? Note 10 и Note 10 Pro уже заказан, уже куплен. Не забываем прожать лайк за труды, кому эта тема близка. Я никоим образом не пытаюсь обидеть никого из тех, кто покупает, смотря ролики, чтобы вы понимали. Я никаким образом не пытаюсь быть умнее, чем я есть, как очень многие мне написывают. Зачем у тебя 2 высших образования? Ради чего? Не ради чего. То есть я еще раз повторяю, я считаю, высшее образование необходимо, чтобы у тебя меньше было выхлопа по энергии. То есть, если я четко понимаю, что я достаточно энергичен, чтобы сделать себе плохо, почему бы мне не получить пару лишних дипломов, вырасти и потом уже с холодной головой продолжать свою жизнь. Они не мешают никогда. Плюс какие-то, но знания дополнительные появляются. Так вот, никоим образом я не пытаюсь поставить под сомнение ваши знания, если вы считаете, без разницы, аргументированно или нет, что колонка, вот, допустим, сейчас, если не сложно, все меня слушают, все меня видят. Кто понимает моно или стерео, слышите ли вы звук моно или стерео от этой колонки вот на данный момент? Это яркий пример. Самое странное, что к делу это не относится, но очень многие прибегают к данному лайфхаку. Напишите, пожалуйста, моно или стерео, хотя бы пару человек, буду вам очень благодарен. Не забываем прожать лайк или еще что-нибудь. И напоминаю, что завтра стрим какой-нибудь будет интересный обязательно, потому что он будет для спонсоров. Единственное, там будет возможность только спонсорам писать сообщения. На все сообщения сегодня я обязательно отвечу. Дима, ты слышишь моно, Данила, моно? И купил сегодня JBL 220 за 3000. За 3000, Глеб, даже я вас, опять же, у меня, к сожалению, такой формат канала, что я с вами не согласен. За 3000 JBL 220 это не норм. Нормы было, если бы вы купили Realme Neo, Realme Buds Neo. Вот. Видите, кто-то уже услышал стерео. Стерео, потому что ты слушаешь свой комп. Книсэм, молодец. Вот он. Гена, это вы потому что знаете, что колонка моно. Но это абсолютно к делу не относится. К чему это? К тому, что можно агрессивно вам сказать, у меня микрофоны за 1 000 000 рублей, у меня за 2 миллиона помещение, хотя помещение у меня будет значительно дороже. Но не в этом дело. Дело в совсем другом. Дело в том, что как бы я ни хотел, чтобы меня смотрели, чтобы люди пришли ради того, чтобы послушать эти наушники. Черт с ним, продать, не продать, кто-то там, будет у тебя партнер, не будет этот партнер, как ты для производителя будешь добрым или нет. Ну хорошо, они танцуют, это право каждого. Просто вот у меня очень много обзоров на наушники. Если вы набьете в YouTube топ 10 беспроводных наушников, посчитайте количество роликов от меня. И нет, это не копипаст, это вот в течение 3 лет я благополучным образом пилю обзоров много достаточно на уши. У меня 800 обзоров, из них 200 на наушники, 205, 207. И смысл в том, что ни разу, по-моему, я не пытался записать их звук. Да, я пытался записать их, не пытался, а записываю их задержку. И даже она не является четко, как бы сформулировать. Вы видите все равно не ту задержку, которую вижу и слышу я. Но это хоть как-то где-то, опять же, я притягиваю, натягиваю, потому что без этого вообще никак. Так же, как говорить, что я, допустим, делаю запись примера микрофонов, работая, и я уже смирился, черт с ним, но вот хоть что-то где-то как-то вы это слышите. Хотя вы слышите реально микрофоны, вот, которые я записываю, в 99% случаев хуже, чем когда их записывает, когда вы будете по ним разговаривать. Но на пальцах, если все-таки у нас есть дети, которые не прошли школьный курс по физике,
Чтобы понять, что вы слышите, когда у вас играет колонка, позвоните другу. Друг включит вам колонку. По сотовой связи, можете по WhatsApp, неважно. После того, как он вам включит эту колонку, вы будете слышать ее через телефон. Позвоните другому другу через телефон мамы, папы или друга и дайте послушать через этот телефон, уже через мамин, папин или друга, человеку, которому вы звоните, что звучит у вас через телефон. И вот если он еще позвонит своему корешу либо подруге, вот она будет примерно слышать то же самое, что когда блогер записывает себе на очуменно крутой микрофон, на выхлопе, может быть, даже она будет слышать что-то лучшее. И как бы я не хотел засовывать в свой ролик бит, привлекать людей, и 3 года назад, когда у меня было 0 подписчиков, сейчас подписчиков 215 тысяч, все равно за этот период времени, несмотря на то, что у меня колонки не набирают, наушники какие-то не набирали и не набирают, я не пойду по пути зла. Но я считаю, что это зло. Почему? Потому что моя база знаний позволяет понимать, что это никоим образом, вот эти все записи, не соответствуют действительности. Недавно мне девушка в Телеграме, за что ей спасибо, очередной раз, не последняя, не первая, наверное, скинула пример того, как англоязычный канал делает запись микрофона в бинуральной голове. Ну, там не совсем голова, там очень дешевый стенд. В принципе, его используют только для того, чтобы тестировать шумодав, для того, чтобы тестировать каким-то образом, опять же, для чего еще это дело используют, кстати, эти головы? Для того, чтобы тестировать для плохо слышащих слуховые аппараты. Но это очень грустно, скажем так. Это очень грустно, что люди взяли это дело, стали использовать звукорежиссера, окей, а потом стали это дело использовать на YouTube. Это их право. И дальше. По поводу шумодава. Бручок. Фишка в чем? Знаешь еще? Ты перегрузы, вот эти вот шумодав, что отрезает, ты же понимаешь, что CVC, технология CVC в любом микрофоне в ТВС-ках, она тоже обрезает шумы. И сейчас я по поводу этой полемики тоже скажу. Так вот, вот этот вот ролик про то, каким образом работают наушники, он в корне неверен не по той причине, что вы слышите это через пятую голову. Вы, возможно, слышали бы по-другому, если бы эти наушники реально находились в вашем ушном канале с амбушюрами, которые вам подходят. Этот чувак... Ладно, не чувак, этот блогер, он использовал эти наушники с одним и тем же источником. То есть для наушников Oppo он не брал телефон BBK или Oppo. Для наушников Huawei он не брал телефон Huawei. То есть они работали по одному и тому же кодеку. При том, что хуавеевские любые наушники, подключая к Honor или к Huawei, выдают такой звук, который рядом не валялся с тем же звуком, если они будут подключены к Samsung. Или те же наушники Samsung, сейчас 5 секунд, которые стоят 18 тыров, звучат с Pixel 4 плохо, ну, скажем кратко, но с Huawei, но с OnePlus и логично с Samsung они звучат на 1010 как минимум, к сожалению. То есть, замечайте, я месяц тестирую наушники, за которые я отдал эгегей сколько денег. И, наверное, я не делаю так долго обзор, потому что они мне нравятся, а Samsung мне не нравится. И эти наушники, я считаю, что все-таки адекватная цена 1015. Я бы хотел делать позитивный обзор из разряда «вот можно идти», а 18 это уже за. Вот я увижу их за 14,5 где-нибудь и буду уже, наверное, о них рассказывать. Не забываем прожать лайк за труды. Очень прошу тех, кто будет смотреть это дело в записи, принять во внимание, что... Я понимаю вас, я принимаю ваше мнение, если вы мне распишете, каким образом, из чего складывается, по вашему мнению, звук, каким образом, что вы слышите характер. Вот это меня просто убивает, когда логично, что когда-то в свое время я слушал много блогеров и смотрел, у меня было много времени, когда я делал контент, 1 ролик в неделю, а не 5, не 6. Так вот этот характер звучания до такой степени темный, светлый, определение... Не тонкое, а размытое понятие, что когда я это дело слышу и говорят, я сейчас включу вот эти наушники или колонку, чтобы вы понимали характер звучания. Я хочу сказать
человеку очень много матных слов на канале. Напоминаю, что мата, хамства нет и рекламы тоже. Пока, если она будет, обязательно вы увидите вот эту вот штуку, как рекламная штучка. Либо я предупреждаю в роликах, опять же, есть вещи, которые мне присылают, я их разыгрываю, но это не значит, что я их хвалю. Яркий пример вчера, колонка Tronsmart, которую я разыгрываю. Norton 10 плюс Realme Buds Neo норм. Еще раз, Володя, если вы смотрели мои топы на канале, то вы узнаете, что я предпочитаю с тем или другим девайсом. По поводу Realme Buds Neo у меня к ним негативного отношения нет. Свет стал лучше, перестал сливаться со шторой сзади. Это отлично, потому что я даю тебе слово, что ничего не поменялось. Вообще никак, но через 2 недели я надеюсь, что я уже перееду в студию. Каждый слышит по-своему. Андрей, черт с ним, что каждый слышит по-своему. Мораль этого стрима в том, что вы не слышите ничего из того, что воспроизводит источник на том конце непровода YouTube. Я дискутировал с человеком, у которого есть канал про колонки, я уважаю его мнение. Он, конечно же, со мной согласился. В итоге там было сообщение 15-20. Спасибо ему за конструктивную критику. Наверное, так. Но он согласился, что вот эти примеры, это все Филькина грамота, в прямом смысле. То есть вы можете через бинуральную голову записать, как слышит с точки зрения позиции. Но опять же, это все, если вдаваться в подробности, это все такой бред. То есть я могу сейчас вам рассказать по поводу ширины сцены, которая тоже такая штучка, тонкая, говорю, темный, светлый, столько диалогов. Вы попробуйте на аудиофильские зайти, какие-то чаты, форумы, и у вас голова закипит. Знаете почему? Потому что это как часто очень с сомелье сравниваю, но по-другому никак. Это как чуваки, которые «я умнее, чем ты», «нет, я умнее, чем ты». Почему? Потому что. Вот примерно такие же диалоги. Мы сейчас с вами диалоги ведем о каких-то девайсах, которые стоят, 10 тысяч, там 18 тысяч, но они не аудиофильские, это беспроводные наушники. Там внутри они работают по кодекам, не по проводу, то есть у них цифровой сигнал. После этого он ЦАПом переводится в аналоговый, вы его слышите. Это целая химия, схема, и отлично, что это все работает. И каким-то образом мы можем это оценивать из разряда «я могу сказать, что Anker работает хорошо, Samsung работает хорошо, а V работает хуже». И это не потому, что они дешевле, потому что те же Meizu 2S, на который обзор у меня обязательно будет на канале, я не знал, зачем я их купил, теперь я знаю. И Meizu Pop Pro, я, скажем так, советую все еще, но на этой, если кто-то хочет конкретно сэкономить и получить то, что когда-то кто-то получал, тратя на Meizu Pop 2, очень советую посмотреть. Meizu еще живы, конечно же, да. Нет, это 2S. По поводу наушников у них вообще все довольно радужно, и я бы хотел сказать по поводу этой радужности отдельный момент в том, что плохого я у них звука не слышал, так же как у анкеров. Но по поводу P2, кстати, Anker P2, который я всем всегда советую, говорю, что друзья, вот бегите, покупайте. Почему я их советую? Потому что вы можете пойти послушать их в магазине, плюс их пользователей, тонны, не знаю, толпы людей имеют Anker P2 как наушники, и вы совершенно свободно можете у кого-то попросить и послушать. Кстати, как звук, как свет, как картинка, для кого как. Для 39 лет очень даже хорошо выглядишь. Анатолий, спасибо большое. Знаете почему? Потому что мне 37. Санька, а как Powerbank Realme от желтой за 30 Вт? Oppo Reno 2 подойдет и будет ли заряжать быстро? У меня в ролике, Юрий, есть то, каким образом и что он поддерживает, и какие, если там есть ваш тип зарядки, то есть там не Power Delivery, у вас Warp, я не знаю, что именно. Михаил К, спасибо большое, первый донат, думаю, последний. Ты на прошлой неделе тоже единственный донатил, так что можешь взять передых, может быть, пока кто-нибудь еще через месяцок задонатит. Тогда напишешь. Что скажешь по поводу КЗ Z1 Pro? Скажу, что я их не тестировал. Как вам так?
все-таки не написали вы по поводу восприятия звука каждым отдельным человеком. Это все субъективно. Полагать на частоту звука, доносящийся из контента в YouTube, это самообман. Но, увы, не все это понимают. Хантер, да, смысл, наверное, в том, чтобы у меня есть моя ответственность, как мне многие большие, супер крупные блогеры говорили, когда они были поменьше, а я был еще вообще никакой. И я считаю, да, моя аудитория — это вот люди, которые меня смотрят. 266 человек онлайне. Возможно, они запомнят это дело. Анатолий, спасибо большое. Приходите завтра на розыгрыш. Завтра я разыгрываю довольно крутые с точки зрения финансов часы. Не крутые с моей точки зрения. Это Lemfa LEM 12. Еще раз повторяю по поводу спонсоров. У кого там, как это называется, горит, бомбит или еще какие-то процессы происходят с организмом. Если вы посчитаете, что я за последние 5 дней разыграл 5 недель среди пользователей, спонсоров, и почитаете спонсоров, вы поймете, что я очень плохой, как это называется, делец, и минимум на процентов 75 влетаю в этом случае. Так что не беспокойтесь, я вам сообщу, когда спонсоры будут выводить канал в ноль относительно розыгрышей. Не думаю, что это когда-то произойдет, учитывая темпы. Вот, успокоил хейтеров, теперь пора пообщаться не с хейтерами. По поводу звука, давайте я закончу мысль. Все-таки через, получается, 26 минут. Я принимаю, что есть люди, которые верят, что Земля плоская. И имеют на это право, у них свои аргументы. Я принимаю, что есть люди, которые каким-то прекрасным образом верят, допустим, что в моей стране все хорошо. Но это не так. Если что, я напоминаю, я из России. У нас много проблем. Я понимаю, что кто-то хочет и верит в то, что звук из YouTube — это то, каким образом кто-то записал какой-то высококачественный трек, допустим, не знаю. Саня, привет, Ичи, спасибо. Все, кто смотрит мой канал, я уверен, кто смотрит этот канал долго, они в это дело не верят. И достаточно, знаете, как сделать? Ну, помимо там звонков другу, который включит вам колонку, это хоть раз побывать в Питере, в Москве, либо в каком-то другом мегаполисе, сходить в тот же Доктор Head или еще какой-то магазин, который я не люблю из-за ценников. Окей, у них что-то бывает, окей, говорю, бывал я там, у меня определенное мнение сложилось по поводу продавцов, мне, может быть, не везло. Бедлам, привет, и к чему это все? Это, видите, мини-реклама. Но заметьте, я не первый раз, наверное, за 3 года это дело вспоминаю. Неважно это все, вспоминаю я или нет. Так смысл в том, что черт с ним, вы купите эту колонку, которую там $20 вам кто-то советует и включает ее. Вы не знаете источник, вы не знаете кодек, вы не знаете качество звука, которого он подключает к этому девайсу. Меня убивает еще, что колонки, которые могут подключаться по проводам, вам включают пример работы по беспроводу, то есть еще там идет какая-то лютая просто опускалова. Ладно, смысл в том, что когда вы купите этот девайс, если вы включите его и включите то, что вы слышали на YouTube, вы поймете, насколько на YouTube хуже и до какой степени YouTube не передает характер звучания, либо качество звучания того или иного гаджета. Планируешь в будущем увеличить тесты мобильных ЦАПов не одними ТВС-ками, хотя тот, кто носит ТВС, тому ЦАП не нужен. Бручок, призываю вас, если вам не лень, можете скинуть мне в Телеграм мой личный, я буду вам благодарен. Те ЦАПы, которые бы вы хотели увидеть на моем канале, я их куплю. Большинство из них, скажем так, не все. Что я думаю о JBL Flip 5? Я думаю, что у меня ее нет, возможно, я куплю, но колонки — это не мой профиль, я о них рассказываю, чтобы разбавить канал. FreeBuds 4i в пути, Маршаллы мне не подходят. Давно хочу колонку нормальную, окей. Привет, как думаешь, Vivo TVS Neo сильно устарели? Нет. Стоит ли брать Huawei FreeBuds Pro? Данил, вы можете посмотреть на моем канале обзор и решить для себя, либо посмотреть топ-10 наушников, которые я считаю на данный момент лучшими, хотя бы до $60, или дороже $100, что, наверное, касается в первую очередь вас. Что скажешь про Meizu Buds? На Jeep проблема в том, что они у меня нормальные. Я очень долго их тестирую, мне они нравятся, поэтому я не делаю на них обзор. Потому что я читаю в инете, сколько людей получило их, ну не сколько блогеров, скажем так, получило их не очень. Потому что мне 37, ахаха, красавчик. А Strass, ну так оно и есть, мне 37, поэтому я не выгляжу на 30, ну я мог бы на 39, я мог бы и на 60 в принципе выглядеть.
Какие ВТС наушники лучше купить в районе 60-65 долларов? Хайсенберг, вам несказанно повезло. Буквально на прошлой неделе был последний топ на канале до 60 долларов стоимостью. На первом месте у меня, я вам даю спойлер, Meizu Buds Pro, который довольно сложно купить за 60 долларов. Распродажа сегодня кончилась. Распродажа еще будет. Напоминаю, что в описании к видео есть мой телеграм-канал со скидками. Если вы туда зайдете, вы сегодня увидите, что сегодня не было распродажи. Была маленькая, я только ее и скинул. Там нет у меня кабелей, там чертовые тучи, еще какой-то лютой дичи. Там есть банки, но я делаю обзор на банки, я туда его скидываю. Там есть банки, на которые я делал обзор. В общем, проще говоря, это телега из разряда того, что либо я хотел бы купить, либо купил. И вот по поводу телефона, кстати, мне несколько человек писало IQ007, который мне не хотели отправлять. Я скидывал его также в телегу за 16 800, сейчас он стоит дороже 20-ки, он уже в России. Еще около 4 телефонов у меня в пути. Один телефон я тестирую, это OnePlus Nord N100. Советую посмотреть обзор у меня на канале на него, потому что он не ужасен за свои 12 тысяч рублей. И я его разыграю, притом новый, не этот. Этот я себе оставлю. Получилось, как иногда происходит. То есть я заказал себе товар, потом мне написал производитель, сделаешь ли ты на него обзор, я написал, окей, сделаю. Он написал, я тебе высылаю. Хорошо, мне выслали телефон, я среди вас его разыграю. Себе оставлю тот, который я купил. Все честно. Вот, Саня, Realme Buds Air Pro. Нормально, если у вас телефон Realme? Да. Приветствую. Посоветуйте недорогие ТВС для плавания. Недорогих ТВС для плавания, Олег, не бывает. К сожалению, все, что вы увидите, это будет хламантин. В обзоре расхваливал QCY 5 Pro. Вспомните, посмотрите дату обзора на QCY T5 Pro. Слава, проблема в том, что, как и любой другой мир девайсов, любых, и гаджетов тоже носимых, он развивается. И то, что было вчера хорошо, допустим, Amazfit Pace, это всегда хорошо, особенно по цене где-то в долларов 60. Если брать наушники, то мир движется вперед. Конечно, я сделаю топ вкладышей дешевых. Если вы хотите, напишите плюсы, потому что там не особо что-то поменялось. Все это я буду вытягивать из себя. Почему? Потому что вкладышей выпускают, к сожалению, мало. ТВС Neo стоит брать Vivo, и по этой причине обзоров достаточно мало. Затычек достаточно много. На затычке на прошлой неделе у меня был обзор на новые модели. Почему еще новые? Понимаете, вы покупаете девайс с, возможно, просевшим аккумулятором. На наушники это дело очень прилично влияет, особенно страдают, к сожалению, те, кто покупали как раз те же Vivo. Их покупали в больших количествах, даже у Oppo NK-Free эта проблема была. И смысл в том, что лучше покупать девайс, извините за цоканье. Вы, кстати, меня хорошо слышите или нужно громче разговаривать? Так вот, я обязательно это прочитаю, если вы мне ответите. Не забываем прожать лайк за труды, не забываем подписаться на телеграм-канал со скидками и обычный телеграм-канал. Буду вам очень благодарен с точки зрения чего? С точки зрения всего, потому что в первую очередь это поддержка меня как креатора. Такой себе я креатор, конечно, домашний, ну и черт с ним, правильно? Хотя бы иногда делаю честные обзоры, а всегда они максимально нечестные, хотя бы иногда делаю честные. Хотя бы иногда делаю честные обзоры на телефоны. Потому что на телефоны обзоров очень мало. И я понимаю, что самый хайп это когда люди хвалят телефоны. Я их часто ругаю, к сожалению. Вот. И мне кажется, это тоже ценность помимо ТВСок. Я сейчас попытался подключить, но как-то не получилось, к пауэрбэнку, который разрядил мне очередной пауэр-сын. Все бывает, так сказать. Так, 5 секунд. Всем добра. Кстати, не забываем прожать лайк за труды. Лайк. И не забываем подписаться на канал. По возможности, если вы меня смотрите. Если не смотрите, не забудьте поставить дис и написать, что сколько можно это терпеть, чувак, бросай это гиблое дело, YouTube не твое. Тоже мелочь, а приятно. Часто читаю такие вещи, включая «Зачем ты показал это страшное лицо?» и все подобное. Но когда человек включает фейс в YouTube, это не удивительно, в принципе, это не к тому, чтобы жаловаться. Это к тому, чтобы когда народ спрашивал последние 3 года, польза, почему ты не делаешь стримы с лицом хотя бы? Черт с ним, ролики не делаешь. Вот поэтому. Потому что к негативу нужно быть морально готовым. На поиске заряженного пауэрбэнка, да, их, наверное, штук много штук, но ладно. Нет, не ладно, 5 секунд.
5 секунд, и я подключился к еще одному пауэру. Ей! Надеюсь, ничего нигде не вырвется. Надежды близки. Вот. Про что это все? ТВС наушники. Давайте так, я пока буду отвечать. Huawei ТВС хорошо работают с OnePlus или дно полное. Опять же, OnePlus бывают разные, к сожалению, для вас и для меня. И сказать вам, что они с OnePlus со всеми работают хорошо, я не могу, потому что я не знаю, какой конкретно у вас OnePlus. У меня OnePlus 7T Pro. Так, сейчас я чувствую, все у меня упало. Ну и черт с ним. Так, 5 секунд. Нет, не получилось. Не получилось, и еще 15 секунд. Это называется подготовка. Подготовка у меня всегда на высоте, как вы заметили, к стриму, к сожалению. Но я знаю, что бывает еще хуже. Как долго можно слушать затычки без вреда для слуха? 0 минут, 0 секунд. Это не сарказм. То есть, проще говоря, лучше вообще не использовать наушники, если на то пошло. А дома, скорее всего, правильно пишут, что накладные хуже всего. По мне, насколько я осведомлен, и если у нас лоры, надеюсь, кто-то на стриме и меня поправят, хуже, чем затычки, нет ничего. Вы понимаете, что вы закрываете наушники, вы постоянно, уши точнее, вы постоянно как будто раз в амбушюрах, и два, каждый раз, когда вам не хватает звука, громкости. Кстати, за спонсорство спасибо, не успел посмотреть. 5 секунд, посмотрю кто. Андрей Антонов. Завтра приходите, будем разыгрывать чего-нибудь. Саня через звукосниматель не прокатит. Алекс Колс. Вопрос не в том, что вот, допустим, ты сам себя перебил. Я вернусь к этой теме, надеюсь, если ее вспомню. Вот. По поводу любых изысканий с записью звука. Допустим, у тебя очень много денег. Ты и правда купил технику уровня звукозаписывающей студии, хорошей, качественной студии. Но после того, как ты залил ее в YouTube, ты можешь ее облить бензином и сжечь эту студию, потому что эффект, как бы нулевой. Понятно, что биты народ записывает, не знаю, клипы туда закидывает, но для этого-то и продаются винил-диски. Винил это плохой пример, но вот low-less качество аудиофайлов. Почему файлы эти продаются? Смысл в том, что при любом раскладе ты услышишь звук. То есть мы сейчас с тобой разговариваем о том, что, возможно, ты запишешь какой-то концерт, он будет приближен к реальному качеству того, как эти музыканты исполняли ту или иную песню. Но если это будет девайс, и ты его зальешь после этого, эту запись в YouTube, и человек будет слушать со своего источника это дело, то все, он не слышит то, что слышал ты. Он слышит свой динамик, ЦАП, вот он все свое, он не слышит вообще ничего из твоего. Понятно, что там можно поиграться с обрезкой высоких частот, низких, можно извратить через программу так, чтобы, когда человек слушал примеры, такой, вот это днище, а вот это супер. Те, кто хоть раз работал со звуком, положи ссылку на исходник, загруженный Да, можно приложить ссылку на исходник, загруженный файлообменник. И так Алекс Колс делают. И это правильно. Но если ты это сделаешь, нужно четко понимать, что твое качество твоего источника должно быть выше, чем среднее. Варвар, привет, Саня, если нужен, пойду дела делать, смотрю в записи. Окей, Варвар, счастливо. Винил плохой пример. Сань, ты серьезно, что США топы продаж? Не, это просто тема чуть-чуть другая. Окей, мы сейчас говорим про YouTube. Я никогда не полезу к аудиофилам. Вот хоть убейте меня. То есть я поэтому сказал, что винил это не та тема. То есть я не хочу об этом. Я бы сейчас мог вякнуть из разряда того, что посмотрите на топовых аудиофильских ютуберов, но я вспомнил, что у них тоже есть эта запись. То есть они делятся на два лагеря. Одни с пеной у рта кричат в экраны, в комменты: чуваки, это полный бред, потому что, не знаю, им не нужно быть друзьями с какими-то производителями топов. А другие кладут такие плееры там по 200 тысяч рублей и говорят: вот по Bluetooth сейчас я соединю с этими наушниками и послушайте, как шикарно они звучат. То есть никого не трогает, что ты с телефона на эти наушники, что с этого плеера за 200 тысяч
и будешь посылать сигнал. Там качество нулевое различие, если у тебя нормальная мобила. И у тебя кодек тот же используется, и прямые руки писали ПО. Но народ ведется. И к чему это все? К тому, что не полезу. Да, лучше к аудиофилам не лезть, правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Я занимаюсь чем? Я занимаюсь тем, что обозреваю масс-маркет в той или иной мере масс-маркет. Пожалуйста, посоветуйте наушники для работы с музыкой. До $100. Проводные за арбой, точно не беспроводные. Из накладных альтернатив Anker Q30 это дешевле в разы. Mixsider и Meizu HD60, но они форм-фактора другие, скажем так. Кстати, о птичках. Ты покупал какие-нибудь амбушюры специально для ТВ, кроме спинфитов? КЗшные. Я что-то типа качественных, как у Huawei FreeBuds 4i, да. Сейчас покажу тебе. Качественных нет. То есть они такие кустарные, скажем так. И нет, я не смогу достать. Не здесь. 5 секунд покажу. Я понял, о чем вы говорите. Сейчас я объясню, что человек имел в виду, то и ввел. Так, 5 секунд. Вот они. Пенные для AirPods Pro. Китай, не дешман. Мне зашли, не вылетают из ушей, в ушах не остаются. Meizu дешманские ничего не поменял, даже с ними они играют хорошо. И FreeBuds не менял. Хотя у них они не супер, но как бы не супер топ, но качественные. Посоветую беспроводную гарнитуру. Топ-10 на канале. Ох, и наступаешь на тонкую ножку со звуком, с профиками, сожгут ведь. Алекс, в этом-то и смысл, что я не делаю ролик по этому поводу. Я 20 минут рассказывал ни о чем для того, чтобы постепенно прийти к основной мысли. Если кто-то хочет написать, что я не прав, я даже сейчас в чате не буду никого банить. Только аргументируйте мне, пожалуйста, то, каким образом вы можете звук с наушников или колонки через YouTube, основное через YouTube, услышать примерный такой же, как от источника. Я вам даже скажу про картинку, но не будем. Это знаете, вот как я сейчас сижу в жизни, и как картинку, какую вы видите. Это огромная разница. И в первую очередь, да, понятно, качество у меня плохое у камеры относительно, хотя это OnePlus 7T Pro, основная камера, вроде бы снимает 4К 60 FPS, но для YouTube максимум 720p, правильно? Как думаешь, брать ли Meizu Buds или что там по звучанию? На джип ты можешь подождать мой обзор. Ты прав, глупость ведет к внушаемости. Сергей, люди хотят верить в то, что хотят. То есть в них смотрят честные глаза. Я говорю, я дискутировал с очень крупными блогерами и спрашивал, а зачем, а почему? Потому что, не маленький я уже для определенных тем. И мне никто не смог ничего внятно ответить. И я не хочу думать. Отправили файл, сделанный с 128 килобитами, а ты слушаешь на своем high-end и норм. Да, Анатолий, да, именно так. Отошли от вредности наушников. Хорс, да. По поводу вредности наушников. Самые вредные апогеи по мне и по мнению тех лоров, с которыми я общался, но их очень много, поэтому я не ссылаюсь только на них. То есть, в принципе, наушники это нехорошо. Начиная от излучения, потому что не все проходят стандарты качества, и заканчивая элементами питания, которые они используют, пластиком и еще чертовой тучей причин, почему в уши пихать что-то, вообще пихать что-то в уши не стоит. И к чему это все? К тому, что самое худшее по мне это чистой воды затычки. То есть вакуумные затычки это то, что лучше всего звучит, к сожалению. Это Sony 1000-е. Максимально там в ушной канал ты их запихиваешь так, что аж скрипит все, мозг скрипит, потому что ты внутрь их запихиваешь. Это даже... Нет, Anker я, кстати, к ним не отнесу. Это, наверное, Soundcore 2 Pro тоже. Та еще прелесть. Ты запихиваешь их под самые, не балуйся, они у тебя мало того, что не заползают в ушной канал, у тебя еще торчат, как у телепузика. И все это дело вакуумное, максимально вредное. А в первую очередь даже не потому, что там воздух не поступает, еще что-то. Мое мнение, это потому что когда
ты в вакуумках, ты постоянно хочешь, так же как в накладных, многие на это дело пинают из разряда, когда у тебя в накладных наушниках, ты на максимум пытаешься выкрутить часто. Вот у меня у сына такая проблема, он очень любит громко включать в накладных наушниках звук, постоянно хожу проверять. Так вот, смысл в том, что у затычек есть такая тема, ты постепенно глохнешь с ними. И, к сожалению, говорю, еще раз повторяю, мне лучше в этом смысле вообще не верить. Если вы имеете возможность хоть раз сходить к лору, любой лор вас поругает сильно за... Многие говорят, что вкладыши хуже, потому что у них хуже шумоподавление, и человек выкручивает на максимум в том же метро, допустим, вкладыши для того, чтобы ничего не слышать. Я не согласен. А питание из розетки тоже влияет на качество звука. Даже с крутой аудиофильской аппаратурой, грубо говоря, проводка в доме плохая, а ты тут свой ламповый усилитель подключил за миллион. А дело фанс, ну тут все очень просто. Ты стабилизатор напряжения просто покупаешь и все, или УПС-ку ставишь и все, выпрямитель. Здравствуйте, Vivo ТВС еще актуальны? Да. Алекс, я сам пробовал много лет в студиях и проработал много лет в студиях и клубах, и потому что до сих пор пользуюсь только проводными наушниками и не Bluetooth. А что касается YouTube, то только для ширпотреба. Сергей, будут часы от OnePlus, будут на канале. Разумеется, если их начнут продавать. Сань, в будущем тестировать камеры наблюдения будешь? Веб-камеры и спорткамеры. Алексей, когда-то я купил GoPro 8, радовался этому в ноябре. До сих пор на нее не сделал обзор. Надо делать обзор на такие вещи в красивых местах. Либо хотя бы летом, либо хотя бы убиваться по какой-то теме. И сейчас я более-менее встану на ноги в плане контента и обязательно, наверное, буду делать. Потому что предложений, честно, по поводу камер просто море. По поводу безопасных камер то же самое. Я не понимаю, зачем мне закидывают китайцы этими предложениями, но хотят они. Как это дело снять интересно, я пока для себя не вижу, поэтому не снимаю. Я думал про выпрямители и так далее, просто вспомнил мем про аудиофилов. Ну, вот, понятно. Очуметь, мне в накладных FreeBuds Studio хватает 40% громкости в метро с активным шумодавом, а дома вообще 25-30 ставлю. Boom, Cube, поверь мне, очень многие рубят под самое не балуйся этот бедный звук. Включают на максимум, и это очень-таки плохо. Вот. Начинай ездить на сноуборде зимой, а летом на кайтсерфинге. Ну да, с удовольствием, но пока нет. Дальше, спасибо за обзор Tronsmart Mega 60 Вт. Я рад, что кому-то он зашел, гик. Очень рад. Напоминаю, что в последнее время я выгружал довольно большое количество наушников и большое количество колонок. Наверное, колонок больше, наушников будет сейчас больше. Не забываем прожать лайк. Может быть, сегодня наберем 500, 300 человек онлайн. Думаю, реально. Anker Live по 2 топчик. Есть топ-10 на канале по затычкам. Уже нет. Уже не самый топ. Но если на YouTube разницы нет, весь YouTube был бы одинаковый. Но когда включают одним кадром 2 устройства, говорю о смартфонах, разницу сильно слышно. Понимаю, что звук отличается от источника. Еще раз, то, что хотят, чтобы вы слышали, какую разницу, то вы и слышите. А если вы хоть раз сможете попробовать монтировать звук или включите, как сделать звук хорошим, как сделать звук плохим, вы не слышите то, понимаете, я сейчас объясню. Вполне возможно, тот телефон, который хуже, по вашему мнению, звучит, или который вы слышите хуже, по факту звучит лучше. Легко. Вот легко. Это знаете, как картинка с пересветом. Вроде бы выглядит хорошо, то есть, или как очень многие ругаются, топовые блогеры с фонами сидят. Плевать, народ-то смотрит. Вот то же самое с примером звука от телефона. Топ полноразмерных наушников будет. Да, Георгий, при том, что появился топ на канале полноразмерных наушников, не топ, а плейлист полноразмерных наушников и плейлист пауэрбэнков. И сегодня еще плейлист, наверное, будет на колонке. Добавлю, чтобы люди не искали, потому что там везде больше 10. Топ Бегемот, спасибо за то, что вы теперь являетесь спонсором. Завтра розыгрыш Лемфа Лем 12 будет. Еще раз по поводу всех розыгрышей, либо смотрите описание, но если лень, идете на основной
на основную страницу канала, открываете сообщество, и там два поста. Один касается спонсоров, что я разыграл, что разыграю. Второй касается всех остальных, и спонсоров тоже. Они тоже, соответственно, будут участвовать. И что я планирую разыгрывать там тоже. На что стрим снимаю? Снимаю стрим на OnePlus 7T Pro. Не хочешь добавить в обзоры наушников пункт о совместимости с ноутбуком? Проблема в том, с каким. Понимаешь, это из разряда с каким ноутбуком? Сани, как называется болезнь? У меня Huawei за 20 тысяч, а я купил AirPods и слушаю флаг-файлы. Одногруппница начала выеживаться, я сижу и не понимаю. Чем бы дитя не тешилось, я называю это так. Вот, без обид. Спасибо, что ты смотришь и, скажем так, ты меня радуешь своими комментами. Какие уши купить к OnePlus 8T? Все зависит от бюджета. Посмотрите топ-10 наушников дороже $100, а вообще Meizu Pop Pro. Anker Soundcore Liberty 2 Pro. Что? Да, хорошо, я знаю такое название. Да, они вот лежат, и да, у меня на них обзор был на канале. Поговорили? Почему отказался от техники JBL? Станислав, потому что их кое-кто купил. Кое-кто купил JBL и сделал из них днище позорное. Можете почитать, либо... Это не сарказм, если кому-то не сложно, распишите, как Харман себя отдал и отдал заодно с собой еще кого-то. Их очень много. Обзоры техники близкие, привет. Надеюсь, да. Надеюсь, что ты со мной согласен, потому что, по-моему, у тебя нет примеров работы аудиоколонок или аудиоустройств на канале. А если есть, я бы хотел, пока ты здесь, написал, почему это можно считать на веру или на правду. По-моему, нет. Саня, пора делать топ-100 наушников. Был топ-50, может быть. Кто купил? Что купил? Sony 910M Norm, не знаю, не тестировал. Дальше. Кстати, ZMI PurePods Pro был обзор на канале, а еще PurePods обычные, не Pro, уже меня ждут, и я их разыграю, потому что их мне прислал, кстати, производитель. Я не знаю почему, потому что я им не писал. Вам чего плохо? Кстати, Санечка, что купить на замену старых Sony XM2? Сломались неделю назад. Что-то тысяч за 7. Надеюсь, накладные. Можно молчаливый ответ? Ладно, я не буду вас троллить. Q30 Anker. И забудьте о нежности. Будут свои плюсы, свои минусы. Сильно не пострадаете. Георгий Радев, спасибо за поддержку. Привет, не подскажи ТВ с самыми топовыми микрофонами, кроме AirPods. Anker Air Pro 2 не понравились, вернул. Хотя, казалось бы, 3 микрофона. Anker Air Pro 2 я по микрофонам не советую. Я советую Vivo TVS и Vivo TVS Neo, но это вкладыши. Почему на обзорах по большей части наушники, реже телефоны, еще реже все остальное? Станислав, откровенно, 200 обзоров у меня на наушники, 600 на все остальное. У меня 801 ролик был вчера, по-моему. И к чему это все? К тому, что телефонов будет больше. Но посмотрите, сколько у меня набирают просмотров, допустим, наушники. Я покупаю наушники за 3000 рублей, 5000, 9. И сколько телефоны? Потому что самый дешевый там, 12 тысяч рублей. 12. Это не 3. На 3000, то есть 4 пары наушников вот этих АВ-евских. Мне можно им не писать. Я покупаю АВ и черт с ним. Покупаю Blue Dio. И черт с ним. И не разыгрываю, потому что я сам их купил. Если бы прислали чего-то, я бы их разыграл. Вот. То есть, проще говоря, ноутбук купить, это 100 тысяч рублей. У меня, получается, месяц можно обзоры делать. А дальше все будет постепенно. Видишь, потихонечку. Сани пришли. Да, пришли Фил 2, и потом я расскажу. Я много пропустил. Дэвид, привет на тему портативных колонок. Что лучше по звуку? Хотим топ по колонкам, по бритвам еще топ, еще актуален. Под бритвам актуально, если у вас есть деньги, идите покупайте Браун и Panasonic. Я это уже повторял 1000 раз и скузи. Обзоры техники. Я не ставил более примеры, но это дело такое. Ни разу близко реальный звук не передает. Так разбить монтаж, не более. Верить этому звуку точно не стоит. Вот, пожалуйста, человек тоже работает со звуком. Притом он до этого дела не опускался, чтобы вставлять... Я говорю, я считаю, опускался. Почему? Потому что, опять же, круто, если у тебя друзья-производители, ты такой весь ставил пример звука и такой, они меня сейчас похвалят. Понятно как. Но, это дно. Они даже, говорю, не просят. То есть фишка в том, что мне присылали наушники, мне присылали колонки, я об этом говорил, я их разыгрывал. Но не было ни одного, кто бы попросил, потому что это идиотизм. Вот.
Дальше, какие петличные микрофоны посоветуете? У меня только Бония, вот этот, обычный, за 1000 рублей. И да, он свистел, шипел, а сейчас что-то я его, не знаю, батарейку не менял даже, и вроде норм. Или плохое микро. Сделай подборку наушников с возможностью мультипоинта. Их так мало, что я буду мозг потом себе взорвать. Хорошо. Какой купить робот-пылесос для однушки без ковров? Самый дешевый Xiaomi Midja. По сравнению с XM4 у 910 вообще нет шумодава. Ну, к сожалению, Георгий, я не скажу, у меня только MX4. Та-да! Вот они. Вот она моя гордость. Не занимался бы я блогингом, я бы не купил. Вот серьезно. Но это как бы, ну, очень дорого. То есть я не считаю, что я мало зарабатывал или зарабатываю, но дорогие наушники. Анкер я бы взял. Или взял бы миксайдера, аусдома какие-нибудь. Во что звук пишешь? Сразу в телефон через петличку? Нет, я звук пишу на Snowball. Вот. Blue. Советую, если будете брать Flip 5, берите версию TL, на остальные середина провалена. И прошу, укажи на этот бренд от JBL. Бред от JBL. Ага. Мда. Кажется, анкеры остались вкладыши сделать с топовым звучанием, и они поработят весь мир. Да нет, Дэдпул, очень говорю, многим не нравятся те же P2. То ли у них брака много, то ли... Но нужно понимать, что они физически многим не подходят. Кстати, почему у меня музыка кончилась? Привет, будет ли обзор на QC White 11? Разумеется, да. Само собой. Как же нет? Напоминаю, что на канале 200 обзоров на беспроводные наушники, около 400 пар я тестировал, чертова туча розыгрышей. В описании выигрывают одни и те же 3 года. Отвечаю сразу почему. Потому что, допустим, прошлый стрим с розыгрышем, 500 комментариев. Из них я потом посмотрел. Реально, с открытой подпиской было 87 человек. Из этих 80 человек только 24 выполнило условия. Ну, то есть вы понимаете, да? И вот там 5 человек уже выбиралось. Вероятность как? А вроде бы 500 комментов, вроде бы там 20 тысяч просмотров. А если ТВС, спасибо большое, Бенджос. Есть ли ТВС со всеми плюшками от Android до 100 евро? Пам-парам-парам опилки. Если вы сможете Vivo ТВС найти, да. Опять же, смотря с каким девайсом. Вот. Что с кроссовками на весну? Ждать, я жду, и вы ждите. Не, как раз ставил в колоночных роликах, давно, правда, но только чтобы ролик разнообразить немного. Это не показатель качества звучания, конечно же, но кому-то это интересно. Да, кому-то интересно просто тупо звук послушать. Потому что даже как работают динамики, я, по-моему, не вставлял. Наверное, ну, как бы черт с ним, я не вставлял. Во всяком случае, я этого не помню. В наушниках 100% нет, да и в колонках тоже. У меня их не так много было. Саня, почему в начале видео ты говоришь Q764, Q820? 802. Порядковый номер ролика на канале. 802 ролика на канале, при том, что я удалил где-то 70. То есть вы видите копии AirPods, допустим, тех же у кого-то, для примера. И я не понимаю, почему их не удаляют, потому что мне закидали страйков в один момент. То есть на меня кто-то там люто пожаловался, и в итоге у меня нет вообще копий чего-либо. Honor Choice True Wireless. Норм за свои деньги или хлам? Максим, посмотрите мой топ-10 на канале, последний. Вот, там я распределил, что бы я взял. А какие бренды за кроссовки, не скажу. Когда увидишь, тогда узнаю. Демонстрация звука из наушников — это, конечно, дичь. Ну почему, близкие? Тебе тоже скажут, что их же можно записывать через бинуральную голову, а потом выкладывать файлом, а потом чувак будет это все делать, слушать на Redmi AirDots 2 через этот файл. И вы такой, ну конечно, я слышу, да, я вообще такой молодец. Потому что вот чувак с очень честным лицом, пеной у рта, мне рассказывал, я вот тоже все это темный звук, да, и сцену, и вот там вот виолончель где-то плетется у Моргенштерна. Будет ли обзор на Powerbank для ноутбука? Был Замаевский у меня, зелененький, 5 секунд, но это не под любой ноут. Там же все зависит от количества ватт. Я не помню, насколько этот ватт. На 65 ватт максимум. То есть мой ноут, по-моему, он заряжался, xiaomi-шный. Не отвечаю за эти слова, по-моему, заряжал, посмотрите обзор. Мне кажется, что я прав.
Какие-нибудь еще, может быть, куплю, вы мне предложите. Закиньте, пожалуйста, в телегу, я рассмотрю. Буду ли считаться извращенцем, если я куплю к iPhone Meizu Pop Pro? Вместо прошек? Нет. Вообще никак и нигде. Run to your better life. Ничуть. Какую весеннюю курточку посоветуешь? Вячеслав, я ношу сейчас Xiaomi 90 Fan. Вы в роликах видите так. К Uniqlo отношусь хорошо. Для спорта Соломоны на распродаже где-нибудь. Да, сравнивать звуки на YouTube, вообще звук люди, зря ты удалил зло абсолютно, ну и черт с ним, да, там много плохих слов было. Напоминаю, что канал без намата, хамства и рекламы, не забываем прожать лайк, кто сегодня зашел. Я рад вас видеть, надеюсь, кто-то из вас рад видеть меня, и еще больше надеюсь, что кто-то рад меня слышать. И мы, может быть, придем сегодня к общему знаменателю. Насколько все-таки люди, которые вставляют примеры звука в ролики, являются злом, и насколько это подло. Я говорю, если бы, ну, когда-нибудь, может быть, я копну чуть-чуть глубже, и вам будет, может быть, интересно по поводу того, что, как и почему. Вот. И все. Какие лучше взять басовые затычки до 8000 рублей? Топ-10 на канале дороже 100 баксов. Лучше всего Anker Liberty R2 Pro. Это не из разряда басовые. Это из разряда того, если у вас руки прямые, то будет все в огне. Если нет, то посмотрите топы, оцените, какой у вас источник. Все зависит от телефона очень сильно, код Бегемот. Если у тебя Huawei, бери Huawei. Если у тебя iPhone, то бери AirPods Pro. Саня еще, ну правда там не 8000. Бери Meizu Pop Pro и все. Саня еще вопрос для iPhone, и я... Dex музыки, FreeBuds Pro или Anker P2 Pro, Anker Air 2 Pro, AirPods Pro слишком дофига по деньгам. Доктор Маус, возьмите Meizu, ну или Anker, если быстрее так. Паблио, респект вам, ухвалжуха, Саня, спасибо за обзоры. Паблио, спасибо, что смотрите. Жалко, нету черных Meizu Pop Pro, взял бы их. Я уверен, что не одни вы. Звук люди слышат по-разному, я в этом уверен. Да, да. А YouTube выдает звук одинаково. Какой телефон взять в пределах 10 тысяч рублей? Нечего советовать, кроме Poco M3. Cube, не Cube, а Tube, порядковый номер ролика на канале. Baseus W05, по-моему, это вот эти наушники, а на них уже черт знает сколько хотел сделать обзор, да. Может быть, сделаю, может быть, вы меня победите. Не пойму, зачем YouTube приводить в пример многие, что только с YouTube слушают музыку. Нет, Бучок, вы не поняли. Здесь пример из разряда того, что люди, обозревая наушники или колонки, вставляют в примеры роликов своих звучания. Не в плане качества звука, я имею в виду, там, если вы стриминговыми сервисами пользуетесь тем же Spotify. Что лучше взять? QCY T8S, наверное, неправильно сформулировал. Кто не понял название стрима, друзья, напишите, пожалуйста, мне это важно. Почему? Потому что, может быть, я как-то стормозил слегка или не слегка. QCY 8TS или Baseus W04? Лучше ни то, ни другое. Что-то последнее. Sound Pizza вторые возьмите. Если хватит денег. Если нет, посмотрите, там еще есть у меня обзоры. Я, по-моему, 8T, T8S не обозревал. Когда будет обзор на Phil T1 Lite? Скоро. Саня, посоветуй, пожалуйста, я уже запутался в обзорах. Нужны беспроводные, активный образ жизни, нравятся басы до $50. Ранг, смотришь топ-10 на канале до $60 и все. А какой телефон взять в пределах 20 тысяч рублей для видеоблога? А телефон ли? Может быть, просто купить камеру D3120, или чтобы проще было, под рукой, чтобы все было. Сейчас. Я не для видеоблога, OnePlus Nord N10 я бы взял до 20 тысяч, но это не по камере. Realme 7 Pro бы взял. Но сейчас был, вот, пожалуйста, я уверен, Redmi Note 10 Pro, огонь за двадцатник. Времени на стрим нету, забежал Саня лайк поставить. Роман, спасибо, что забежали. Может быть, наберем сегодня 500. Не забываем прожать лайк за труды. Кто смотрит записи, напишите, пожалуйста, как вам такие стримы, продолжать, не продолжать. И, может быть, вы устали. Вот, еженедельно-то. Взял по твоему обзору Buds. Спасибо за обзоры. Александр, надеюсь, что вам они зашли. По колонкам берите Sony, неплохие колонки, а свиста... Понятно, JBL. Саня, а Meizu Pop Pro на Xiaomi Redmi Note 9 Pro нормально будут звучать?
Я не буду вас расстраивать. Я просто молчу про Xiaomi. Вот. Просто промолчу. Наушники хорошие, телефон хороший. Как они будут вместе работать, я не знаю. До такой степени они с прошивкой чудят постоянно. Они пока к вам дойдут, придет прошивка новая на 9 Pro и все. Я в итоге сломался и купил жене Realme 7 Pro. Близкие, поздравляю, надеюсь, они тебе норм. Зашел он? Телефончик напиши, если не сложно. Привет, Oppo W51 или Vivo TVS Neo. А я не буду сравнивать затычки и вкладыши. По колонкам Mifa A10+, Anker Soundcore 2 или Anker Flyer Mini. Ну, скажем так, Mini проигрывает Mifa A10+, а Anker Soundcore 2 я не слышал. У меня нету. Не забываем дизы прожать при желании. Да, не забываем прожать лайк, не забываем прожать диз. Кто себя пришел мучить моим стримом, я уже знаю, что 9 человек решило себя мной наказать. Ну, может это и обидно, но для YouTube полезно. Какая-то реакция, но есть. Как говорят, в жизни это неприятно, когда в лицо плюют, а на YouTube это более чем полезно, кстати. То есть канал часто измеряется SEO, а не лайками, лайк, комменты это круто, но если чуваки приходят, ничего не пишут и ставят дис, это считается не хуже, как минимум. А я же заикаться от радости начал, что кто-то это тоже понимает. 7 Pro чума, да. А дальше еще не дарил, даже не вскрывал, а руки чешутся, но ждать осталось недолго. На день рождения или как, Близ? Спасибо, что отвечаешь на вопросы. Да пожалуйста, а для чего еще стримы? Не для того, чтобы я там, не знаю, чаек пил и в игрушку долбил. Обязательно буду в игры играть для того, чтобы тестировать телефоны, но только когда перееду в студию и поставлю нормальную камеру. Чтобы говорить, это максимум, что может камера за 150 тысяч. Ну как бы и все. Если у меня ее не сопрут, и если у меня не будут. Но я очень на это надеюсь. Вот. Вы перешли на уровень Павел Акупов. Поздравляю. Завтра вы будете участвовать в Лемфа 12 обзоре. Я чувствую, я скоро маркетологом буду нормальным вообще. Только я ненавижу лемфов, мужики. Вы получите их в подарок и сразу продавайте. Включили, проверили, такие, я огонь, на Авито, бах, и все. И все в радости. И вы мне спасибо написали, там, сфоткали ВКонтакте. Вот, и круть. Сергей, умышленно ошибка в названии слова наушников этого стрима. Нет, нет, это потому что я ступил, как всегда. Это магия моего мозга, к сожалению. Потому что я на постоянной суете и могу похвастаться прибавлением в семье. Но те, кто должен, те знают. Правильно? Да. Так что чуть-чуть я рассеян, какое-то время буду. Но не думаю, что надолго. 5 секунд. Наушников. Нет, это потому что я ступил, да. Дальше у тебя будут уши от Трансмортов Q10. Да не знаю, надо ли. Сань, посоветую Power в пределах 20-30 баксов. Юрий, я, наверное, сделаю стрим по поводу, что такое Power Delivery, что такое Warp Charge, и что такое QI. Чувствуете, да, что с разного поля? Так вот, для того, чтобы вы понимали, что не только даже от бренда зависит, какой вам Power нужен, а вот из разряда рилмевский банку у меня сын стащил, маленький юный спецназовец. И вот вся его крутость этого пауэра в том, что он выдает 30 Вт и использует Dart Charge и Warp. То есть он может пользоваться этими протоколами. Плюс он может для iPhone Power Delivery использовать. И стоит он космос. И не особо у него крутые спеки. И выливает он из себя 6200 мАч. ZMI чуть-чуть больше выливает. Вот сынок принес, даже стрим смотрит. Смотрите. Вот он, Realme. Да, красивый, но 2100 рублей это прям лютотень. Привет, купил Live P2. Расстроило, что нет байпаса в ушном канале. Возникает излишнее давление. У многих ТВС такая особенность. Нет, Романы. Вполне возможно, что даже не у всех. P2 вы в России брали или в Китае? Сейчас я посмотрю. Да ладно. Ну, видите, они не у всех. Вы меня прям аж озадачили. 5 секунд. У анкеров очень интересная особенность. У них есть глобальная версия, есть китайская. И вот, допустим, сейчас компенсационное отверстие
Вы же о нем, правильно? Но я не вижу на Anker P2. А, нет, есть компенсационное отверстие. Здесь есть. Посмотрите хорошенько, точно нету. Я просто не вижу сейчас, где у меня анкера, к сожалению, хотя они все время были под рукой. Так странно. Называется к стриму готов. Но не все наушники не всегда могут быть под рукой, правильно? Вот. Дальше AirPods 3. Топ за свои деньги, AirDots. А я не могу вам сказать, потому что я их пока не тестировал. Смотрю Xiaomi Mi 9T, слушаю через накладные наушники JBL Tune 720. Норм, привет, наушники Spin Sound Pizza, у меня сенсорные. Сенсоры реагируют на воду при дожде. Выключаются, нужна кнопка и непромокаемая. Морозы, батарея... Ничего не понял, Виталий, ставьте знаки препинания, чтобы я 5 секунд мог это дело прочитать. Тогда лучше просто взять Xiaomi Mi Air 2 Pro на Redmi Note 8 Pro и не изгаляться. Несколько негативных отзывов Самборандо было у меня на канале, к сожалению, люди писали, но не несколько, один человек очень недовольный, два человека так себе. И к чему это все? К тому, что лучше купить тот девайс, который ты потом сможешь без проблем продать. К таким девайсам, да, скорее всего, относятся все-таки анкера. Meizu попробую, я уверен, что тоже получится продать, если что. Охранная сигнализация будет установлена в вашей новой студии? Конечно же, да. Разумеется, Алекс Грин. Что насчет Anker Motion Plus? Не знаю, что насчет нее. Я же на нее делал обзор. Вы к чему? На нее был обзор на канале. Супер классная колонка, намного лучше Трансмарта ТЧК. Привет, Саня, хочу сказать тебе спасибо за стримы, обзоры честные, очень приятно слушать. Долго думал сэкономить на ушах для яблока, в итоге прислушался к тебе, буду брать прошки. Алик, единственное, постарайся, ну, понятно, паленые не купи, оригиналы, и попробуй послушать их все-таки. Потому что некоторым не заходят, но я уверен, что если с айфоном ты будешь их коннектить, и они не подделка, будет все в огне. Трен, какие можно взять наушники до 50 баксов, чтобы было, Игорь, чтобы были удобны и по звуку норма, а то многие уши не ложатся в ухо нормально. Игорь, проблема в том, что я не знаю, какое у вас ухо. И я даже вам больше скажу, вы не знаете, какое ухо у меня. Единственное, вы можете, если у вас есть такой слепок, который используют тоже для того, чтобы показывать, каким образом слуховые аппараты будут у вас располагаться. Вот у меня ухо точно такое же, как стандартный слепок. Вот. Спасибо за обзоры без воды, пожалуйста. Ник, здравствуйте. Что скажете про? Скажу. Привет, посоветую часы. Топ-10 на канале. А так я тестю Active Watch 2, и они мне нравятся. Вообще, вы прикиньте, я дошел до такой жизни, что у Samsung мне нравятся аксессуары. Я пробил дно, в общем. Саня, а теперь в новой студии тебе тоже в начале ролика будут кидать коробки из-за кадра, а ты будешь их ловить? Нет, я думаю. А что? Зачем? Она будет падать сверху, на голову мне. Нормальный лайфхак? Или так, снизу так. Хей! Добрый вечер. Купил малому 11 iPhone для игры в PUBG Mobile. Наушники Bullets 3, а потом Z. Посоветуй, пожалуйста, еще хороший вариант, не яблочные. Не посоветую, у вас iPhone. Планирую приобрести там все остальное, может быть, с лютой задержкой. Там как повезет, конечно, но... Так а чем Buds Z вам ему не понравилось? Планирую приобрести Meizu Pop Pro. Ты в обзоре сказал, что звук хороший, но FOPA, говорят, посредственные. Как они будут с Samsung S10? То есть вас проконсультировать по поводу того, что у меня с 4 PDA разное мнение, или по поводу того, что у меня нет Samsung, и под Samsung лучше брать наушники Samsung, у них свои кодеки. Саня, посоветуй, в чем разница между Meizu HD60? Понятия не имею. У меня одни Meizu HD60. Взял тысячные Соньки 4, довольно как слон, решил потратиться после твоего обзора. Александр, я очень рад. И да, вы купили лучшие накладные, по моему мнению, на данный момент. Понятно, там можно за 200 тысяч чего-нибудь купить с позолотой, но... Саня, какую колонку взять? Либо Anker, либо Мифа, либо Anker, либо Мифа. Ну, можете JBL взять. Фитнес-часы от Amazfit или Huawei для айфона? Смешно. Ну, Huawei, ладно.
Саня, думаешь, правда обновление прошивки ухудшает качество звука на наушниках? Теперь стрёмно обновлять свои Huawei FreeBuds Pro. Не-не-не, я говорю, что оно может ухудшить, вот в чем дело. То есть, допустим, как с Motion Plus, опять же, фопа, да, все разрывается, что у Motion Plus хуже прошивка последняя, чем предыдущая. Вот так. Саня, разбираетесь ли вы в Smart TV? Какой лучше купить? До 80. Samsung, да, либо Samsung, либо Samsung. Sony можно еще. Тоже та еще крутотень. Не особо разбираюсь, потому что я делал обзоры на телеке, но они были недорогими. А то, что вы спрашиваете, это уже технологии за $1000. И когда себе выберу, тогда расскажу. Я буду сейчас себе брать телевизор. Разница в активном шумодаве у тех, что с ANC. Он у них дешевый нет. То есть у Meizu появились накладные с ANC, я правильно понимаю, Гарин? После обзора купил анкера, жду, когда приедут. Круть. Не забываем прожать лайк за труды. Сейчас я посмотрю, сколько мы набрали. Набрали ли мы вообще хоть что-то. 5 секунд. Да, 464. Давайте еще 36 лайков будет 500. И еще 10 дизов будет 20. Саня, будешь покупать Vivo Watch? У меня несколько часов. 2 и еще 3 лежат. И еще 2 идут. Мне пока хватит. Хочу пожелать всем, кто кушает, приятного аппетита. Да, кто спит, приятного сна. Привет, подскажи, что лучше взять Poco X3, Meizu Pop Pro или ZMI PurePod? По поводу что с чем, вы можете посмотреть, у меня был стрим, какие наушники к чему больше подходят. Это раз. 2, помимо стрима, есть у меня последний топ до $60, посмотрите. Проектор не подумал купить вместо ТВ? Делефранс, у меня есть проектор. Это раз. 2, я на проекторе делаю стабильные обзоры. Какой-нибудь ноут для монтажа. MacBook на M1 процессоре. Наушники с NT+, бывают в природе? Я не слышал IP. Да, правильно, есть две... почему? То есть нагрудные датчики, а тут... Не, я думаю, нет. 2 версии HD60 с ANC без. Понял, Саня, подскажи, на что начать снимать влог, телефон или камера? Артем, что есть на руках, на то и снимай, и все. Что за музыка на фоне? Приятная очень. Да, кстати, мы не поставили... Сейчас, 5 секунд. В общем, если вы вобьете на YouTube такую тему, как Radio Online, вы увидите вот такого вот мальчика-девочку, наверное, девочку, где-то 3-4, и там играет вот этот вот лаунж. Вы же увидите? Добрый вечер, Александр. Александра? Я Александр, Дмитрий. Лучшие наушники по звуку Meizu HD60 или Anker Live Q30? Дмитрий, ну вы же выбираете среди накладных, полноразмерных и просто накладных, правда? И как вы думаете, размер имеет значение или нет? Извините, нос чешется. Дальше... Это к тому, что он имеет значение. Я не буду выбирать среди разного класса наушников. Саня, посоветуй, на что начать снимать фудблог, с телефоном или камерой. Артем, на что есть, вот что у тебя есть на руках, на то и снимай. Я на Redmi Note 7 снимал и на D31 2.0. Вот. Это очень дешевый фотоаппарат. Когда-то он стоил 12 тысяч, по-моему, сейчас он стоит 1008. Привет, что используешь в качестве источника звука при тестировании звучания ушей? Спасибо за канал, уши свои. Источник, разные телефоны, в зависимости от бренда. Олег Богатов, поздравляю, завтра вы будете участвовать в розыгрыше лемфовских ушей. Кстати, потом что я буду разыгрывать? Я, по-моему, уже писал. Что-то я планировал разыгрывать. Крутое тоже. Среди спонсоров. Ну, завтра скажу, что среди спонсоров через неделю. Пока каждую неделю получается. Привет, Саша. Ты случаем заказал ТВС LED TV Pro? Нет, я не знаю, что это такое. 4-й раз пишем. Amazfit Bip Lite или Honor Band 6? Honor Band 6. Надеюсь, у вас Huawei. К Poco X3 лучший ТВС вакуумный. Бюджет $100. Топ-10 на канале. Дороже $100. За $100. Что бы я взял к Poco? Я бы взял Meizu Pop Pro. Вот. Добрый вечер. Не успел. Если рядом, то Anker Live P2. Я студент. Всю технику беру по твоим обзорам. Всегда было хорошо. Но последним был Realme 7 5G. К сожалению, не проникся. Все-таки Huawei лучше. Может, знаешь лайфхаки, чтобы он не фризил, он задрал уже.
Нет, продать только лайфхак, Виталий, к сожалению. Почему? Потому что единственное сбросить к заводским. То есть у него было... Подожди, в каком момент времени я сказал, бегите покупать Realme 7 5G? Посмотри мой стрим. Сравнение Realme 7 5G и Redmi Note 9T. И мораль была там вообще не такая. Его, конечно, можно покупать, если ты на старте продаж купил, чтобы потом перепродать, если тебе не зайдет. Тебе не зашло, перепродай. Но это не идеальные телефоны. А пальцем прям в экран тыкай сильнее. Ты про что? Сань, монитор Xiaomi Redmi 1A. Пользуешь еще? Как он, стоит ли брать? Нет, не пользую, но человек пользует, и он норм. А дальше я попросил посоветовать беспроводную гарнитуру, а топ-10 это обзор наушников с функцией гарнитура. Джабру любую. Чем дороже, тем лучше. Из того, что я юзал. Ну, плюс у меня есть на Xiaomi-шные, но вы их не найдете уже в продаже. Саня, скажи, пожалуйста, какие наушники форм-фактор не важен за 4-5 тысяч рублей с шумодавом и датчиком приближения? Топ-10 на канале. Я не успею так. Дело не в донате. Дело в том, что я сходу так не успею сказать. За 5000 рублей вы хотите активный шумодав нормальный, Макс. Такого не бывает. Скузи. Он есть, но он не будет. Он для мебели будет. Не спамим за спам-бан. Хорошо, спасибо, Model Party, постараюсь не спамить. Саня, стоит ли брать FIA K5 Pro? А почему нет? Все, что есть FIA, все оверпрайс, но все хорошо. Почему такая нелюбовь к Samsung? Потому что вы покупаете телефон за 100 тысяч, выходите и через день видите его на скидках за полтинник. Наверное, поэтому. Про гарнитуру. Лучше гарнитуры это Platronics. Окей. Александр, я не говорю, я говорю про то, что тестировал. Александр, ушек через вас много проходит. А какими сами вообще пользуетесь? Внутриканальные вкладыши. Sony тысячные накладные. А так то, что тестирую. Очень-очень мне нравится форм-фактор, который начал делать Meizu. Кто-то его пытался копировать. Копировали, я считаю, все неудачно. Потом мне неплохо заходит, хотя моей супруге, допустим, вообще не заходит. Форм-фактор AirPods Pro, то есть вот такие полувнутриканалки, полувкладыши. Ух ты, ешки-гагошки. У меня все амбушюры слетают сегодня. Ладно, черт с ним. Дальше, есть ли обзор на пауэрбэнки фирмы Rosmos? К сожалению, да. Каюсь. Обзор есть. Вот. И не самый плохой пауэрбэнк, просто у многих дохнет с самого начала. Mobvai это Diz Elite. Очень плохая фирма, ужасный бренд, и я не буду ничего из них покупать. Александр, подскажите, какие пользуете защитные очки во время работы за компьютером? Раз и два. Обзор на канале. Недавно был месяцок, наверное, назад. Я сейчас вам название покажу. QCAN W1. Не факт, что вы увидите. Redmi B1 и QCAN W1. Ничего ж себе OnePlus. Ощущаете? Что-то как-то не туда. Ну, в общем, я думаю, что если надо, паузу поставите. Дальше Edifier. Что скажете, стоит ли брать? Не скажу, не слушал. Realme Note 10 Pro. Обзор будет, Сергей. Он на таможне. И Note 10 тоже. А Note 10, по-моему, уже на почте. Подскажите, какие используете защитные очки? Уже ответил. Я не успел. Олла, забаньте, меня еще не забанили. Хорошо. Забаньте, пожалуйста, человека, попросил. Дальше. Из-за чата не видел менюшку. Тупняк. Все бывает, так сказать. Привет, здорово. Привет, спасибо за ваши труды. Контент отборный. Я рад, Иван, что он вам заходит. А как понять, какая банка нужна для вашего гаджета? Посмотреть тип зарядки быстрой. То есть там может быть Quick Charge версии 3.0, может быть Power Delivery, может быть Dark Charge, может быть Warp, как OnePlus 7T Pro. То есть их несколько протоколов, и понятно же, мощность нужна. То есть может быть использован ваш протокол, но мощность меньше у банки. Короче, это все очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, если вы узнаете самое главное что-то по своей, то вы сможете себе подобрать потом. Саня, подскажи, плиз, по кроссовкам сникеры вторые или четвертые. Третьи по внешнему виду не нравятся. Тогда берите, что нравится, и все, Серега. Зачем думать, делать? Думать для слабаков. Мы не в том возрасте, чтобы думать. Сникеры четвертые норм. Какие наушники по звуку? OnePlus Buds Z или Syllable 119? Z.
Нет, не могу. OnePlus Z, Buds Z, это шнурок, они вообще топ. Зло абсолютно. Герц с модеркой. Ичи. Ничего не понял, но окей. К сожалению, Samsung до S21 неплох, Exynos. Я не говорю, что они плохие, Денис, я говорю, что они оверпрайснутые. Пей больше воды, губы пересохли, совет от души. Опа, окей, окей. А то что? У меня все равно девушек на канале нет. Ваня, привет, Саня, очень информативно, спасибо. Есть альтернатива Poco M3. За 8500 нет. Baseus S1 будет обзор? Да. Какой жанр мне музыки нравится? Наверное, это ближе к попсе, конечно. Кис-кис, Монеточка, РХЧП. Конечно же, Blink 182. Ну, что-то такое древнее. Oppo W11 обзор есть, Яросыл. Обзор на Samsung Buds Pro можно? Можно. Я обещаю, его уже месяц, если не больше, будет. По армии не скучаешь, Ваня? Я проклинаю тот день, когда туда пошел. Это точно не мое. 20 лет потеряно, хватит. Будет обзор на новые наушники у Green. Как мультик, если честно, Вань. Просто тупо был как мультик. На Ugreen нет, наверное, не сейчас. У тебя вебку прямо внутрь монитор вшита? Нет, у меня не вебка, у меня OnePlus 7T Pro. Huawei FreeLace OnePlus Bullet Z. Buds Z. Если у вас не Huawei. На Exynos тормознутые, согласен, что не стоит своих денег. Речь про телефоны Samsung. Я понимаю, Денис. Денис, я еще раз повторяю, я не считаю на любых процессорах Samsung плохими. Я считаю, что у них слишком высокая стоимость. Это другая история. Яросыл спокойный. Лавин, если... Аврил Лавин, ну, конечно, и Аврил Лавин тоже трагер. И еще много кто из старых древних, начиная, не знаю, с... JBL 300 не будет в обзоре? Это вы утверждаете? Я не знаю, что это такое, но я подумаю теперь. Какой лучше Android телефон до 70 тысяч? Наверное, глобалка Mi 11 Pro. Если брать мое предпочтение, это не вышедший Huawei. Или Honor, любой, самый топовый. Вот так, наверное, моя позиция до 70 тысяч рублей. Гвен Стефани, конечно, Дизелит. Что с ним? Купили ли настолько плохо, что без обзора? Да будет. Подождите. Вы видите практически каждый день обзора. SoundPeat Stroyer R2 или Soundcore Live P2. Смотрите, я вчера сделала... вы заметили, что SoundPeat Stroyer R2 на обзоре у меня не было? Не спрашивали, почему, когда они на руках? А вы знаете, что они на руках. Саша, в каком младший офицер? Секрет. Что ты еще хотел сделать в этой жизни? Что бы ты еще хотел? Ничего. Продолжать. Большая задержка. Да. Если человек не понимает предупреждения, то бань навсегда. У стрима большая задержка именно. Саня, как банки фирмы Торг? Неинтересно, не тестировал. И не говорю, даже не интересно. Супер люкс каждые уши. Окей, Liberty 2 Pro большие и вроде неудобные, но они сидят. Реально ли в них заниматься спортом, в частности бегом? Никто об этом никогда не говорит, потому что когда ты бегаешь в вакуумках, они у тебя прям чувствуются. То есть ты можешь сказать, в них можно бегать, в них можно крутить сальто, в них можно делать что хочешь, но это не значит, что в них будет комфортно. Комфортно будет во вкладышах, если они у тебя не вылетают из ушей во время, от пота, или вкладышах с силиконовыми накладками. Вот в них будет комфортно, но они не так жестко перекрывают шумы внешние. И тут тонкая красная линия. Что тебе купить? А купить лучше всего тупо миксайдеры какие-нибудь для дома за 1500 накладные и бегать. ВКС Алексей Воробьев. Можно ли настраивать? У меня же холодок по спине прошел. Алексей, все совершают ошибки. Я ее тоже совершил. Все, она закончилась. Можно ли настраивать громкость в AirDots 2? Главное, я признаю, что это ошибка. Через какие-то программы. Можно... Как? Через телефон громкость.
Или вы имеете в виду, чтобы тапами? Вроде бы кто-то заморачивался на макросы. А вообще все советуют, конечно же, просить голосового помощника сделать громче. Если те, кто слушает жанр музыки как NDH, какие наушники вы используете? Окей. Часы Polar Unit или Huawei GT2 Sport? Но если для спорта и нужен нагрудник, и вы вообще просто заряженный чувак, вам не нужен Huawei. Для iPhone лучше AirPods Pro или что-то другое посмотреть? Лучше AirPods Pro и не смотреть ничего больше. Напоминаю, что у меня будут Air Max накладные скоро относительно. Я и на них сделаю обзор. И они будут розовые. Города у вас в России, это звучит, служил в космосе. Да нет, элит. Большинство все понимают, что это, как это называется, сарказм самим над собой. Вот. Я призывался, когда это был еще КВ, уже не РВСН. Александр, полноразмерные наушники Meizu HD60 или Anker Live Q30. Еще раз, это Дмитрий, разный форм-фактор наушников, и я бы выбрал, черт с ним, достали меня с этим вопросом, я бы взял Q30. Хотя по материалам мне больше заходит Meizu и по, скажем так, характеру, как любят все говорить. Но я уверен, что Live Q30 зайдут большему количеству людей, плюс у них есть активный шумодав, который при этом еще работает. Norton 10 5G или OnePlus 6T? Не скажу, OnePlus 6T не тестил, но у меня такое ощущение, что Nord будет хуже. Вроде самоирония, вроде да, Люцифер. А, кстати, по поводу OnePlus 7T Pro, делать обзор на него или нет? И сразу те, кто у меня спрашивал, да, там все еще Android 10 версии. Вот такое вот пробитие дна. О, ура, увидел ваше лицо. Сэм, я уже как свечу лицом 1,5 месяца, так что да, привет. Стоит ли покупать Realme X3 Super Zoom с учетом нынешней цены? Dart, верхняя планка для данного телефона 26 тысяч рублей. Если дороже, нет. В Беларуси или лейтенант получает $430. Элит, я не знаю, много это или мало, как бы не знаю. По мне это очень мало. Саня, слышал про наушники CG Pods. Они ужасные. Ужасные. Не буду. Да какой в Тюмени такие... Ладно. Окей. А комплектующие они где берут? Они их там же рожают? Давайте без сарказма, Вася Иванов. Вот честно. Вы мне сейчас напишите, что они комплектующие делают тоже сами. Они просто тупо собирают их в Тюмени, либо принтуют там, принт делают CG Pods. Игорь, здорово. Как бегать будем? И еще кто-то не... Когда бегать будем? И еще что выбрать не дороже 10 тысяч из вакуумных. Первое. Бегать будем скоро. По поводу вакуумных. Я бы взял Meizu Pop Pro. Я чувствую... Но еще раз, вы посмотрите обзор. То есть там есть свои минусы. За звук. FreeBuds 3i стоит своих 5500 рублей. Но они стоят дешевле на распродажах, поэтому нет. Когда розыгрыш призов будет? Андрей, я отвечу вам грубо, поэтому можете сразу диск поставить или просто уйти с канала навсегда. Потому что исключительно для тех, кто умеет читать розыгрыши, вы не сможете участвовать. Вот. Все условия всегда в описании. Описание написано буквами. На него надо кликнуть и там тоже потом читать. И это целая морока. Забейте на этот канал. А всем, кто умеет читать, welcome. В сообществе на канале вы сможете увидеть 2 поста. Первый пост про розыгрыш получается уже 5, 6, 7, 8, 9 девайсов. Или 10. 10 девайсов в этом месяце. Еще будут, кстати, добавлю, чтобы больше 10 было. И перечень девайсов, которые разыграл среди спонсоров последних 5 недель. И они прям были бодрячком, девайсики. Большинству уже дошли. Рад вас видеть, хочу поблагодарить за вашу работу, прекрасный канал. Ашимов, спасибо большое. Только благодаря таким подписчикам, как вы, которые его смотрят, он может существовать. Капс плохо, да, нехорошо. Будет ли обзор? Хотя лучше писать капсом, мне читать так проще. Заказывали AirDots 3 Dash в 3 местах. Какие лучшие наушники на Android? Huawei FreeBuds Pro. Та-да! Anker Soundcore Live Dot 2 лучше, чем N2. Не знаю, что такое N2. Привет, здорово, Август. Бручок, красавчик, 1,5 часа стрима, уже 540, да. Спасибо большое за лайки. Кому не жалко, ставим лайк за труды. Кому жалко, и кто наказывает своим лицом и моим
моим лицом, моим голосом себя, ставим дизлайк. И потом пишем, какого черта ты полез? Ну, это как бы стандартно, все знаете, как там что писать в комментариях, если вдруг будете смотреть в записи. Я вам тоже очень рад, кстати. И вы тоже отлично выглядите. Что посоветуешь из антистрессов? Железяку, которую мне обещал кто-то сделать копию на это дело. Копию, потому что она люто дорогая, люто бесячая. То есть тебя это успокаивает, а окружающих это прям вводит в нехорошее состояние. И самый тупый четкий. И обзор на вот это вот дело есть даже на канале. Что сейчас Google сервис на Xiaomi? Пока он есть. P40 Lite понравился, миллион рос. У меня есть чертова туча людей, которые ненавидят Huawei, особенно P40 Lite за его экран. Возможности у него по минимуму за 14 тысяч рублей, за которые я его купил. Это супер телефон в плане возможностей фотографии. Потому что, как вы понимаете, в фото самое главное это не оптика, не сенсор, ну, в телефонах. Это программное обеспечение. А в этом смысле Huawei рвет почти всех. То есть основная масса их флагманов, заметьте, везде в топе. И для протокола я снимаю на Huawei P40 Pro, утрированно делаю им бесплатную рекламу, каждый стрим, каждый, не знаю, обзор. До этого снимал на Huawei P20 Pro, никаких ни нежных, ни каких-то других отношений с Huawei у меня нет. Я планирую, конечно же, пересаживаться на камеры, но это дело меня очень сильно выручило, и в каком-то смысле канал благодаря этому существует в тех объемах, в которых он существует. Здравствуйте, что думаете насчет Xiaomi Redmi Note 10 Pro? Я думаю, Азамат, что я его получу, если кто-то хочет стрим, как я обычно делаю на телефоны, с адской настройкой там и всем остальным, с проверкой шима, потому что то, что я видел в роликах, оно не особо соответствует действительности. Ну, стандартное разводилово. Почему фирменное приложение не определяет? Потому что, Антон, если бы вы посмотрели мой обзор, я бы сказал, что приложение только для гиков, для тех, кто мозголюбы и может долго и упорно пытаться зарегистрироваться. QCY вообще в этом смысле, мне кажется, написали приложуху и забили на нее сразу. Что скажешь про Pixel Buds 2? Я думаю, что если у вас телефон Pixel, то это лучший выбор, не сарказм. Спасибо за стрим, Люцифер, спасибо, что зашел, 201. Рад тебя был видеть. Дальше. Buds Z это не шнурок, а ТВС. Ёшкин кот. Давид, да, Bullet Z. Во. Я бы выбрал Bullet Z, не Buds Z. Подскажите вакуумные ТВС наушники для Xiaomi Mi 9T для девушки. Спасибо. Для девушки я не могу посоветовать вам вакуумные, я могу посоветовать вам вкладыши Vivo TVS и Vivo TVS Neo. А затычки всем девушкам нужно примерять, потому что у них уши чуть-чуть меньше, чем у нас. А основная масса делается все-таки на мужские уши. Говорю, яркий пример это мой канал. У меня всего 7% зрителей это девушки. Это чтобы вы примерно представляли, как они интересуются техникой. Также в плане покупок. Они производителям чуть меньше интересны, чем мы. И помимо данного вопроса есть еще, да, повыделываться 2,4% младше 17 лет. Основная их масса, скорее всего, находится на стриме, и я им безумно благодарен за то, что они приходят. Это самое активное население, которого у меня почти нет. Vivo хлам, на 100% даже звука не хватает. Jack Tool, я не планирую вот эти вот плохие слова у вас добавлять, я вас заблочил исключительно с точки зрения, каким образом вы выразили свою мысль. Если вам не нравится Vivo TVS и Vivo TVS Neo, и вам не хватает звука, без сарказма бегите к лору. Что-то не так, я не шучу. То есть есть как бы наушники, у которых не хватает громкости. Это не из тех наушников. Я вам скажу, говорю еще раз, прошлый стрим говорил. Вот лайв, кстати, Soundcore P2. Ну-ка, компенсационное отверстие. Ну, наверное, там же, где микрофон все-таки. Да присутствует, я черт его знает почему. Но видите, но он не у звуковода. То есть такое себе решение. Совмещено с микрофоном. В общем, может быть, да. Может быть, проблема у кого-то быть. Мне новые Xiaomi не зашли. А какие конкретно миллион рост новые Xiaomi? Дальше. Здравствуйте, Anker Live Note или Live P2. В чем различие? Понятия не имею, у меня было только Live P2. Как относишься к ТВС наушникам Philips? Никак не тестировал, не интересно. Для iPhone Oppo W51 или Anker Soundcore Live P2.
AirPods 2, AirPods Pro. Та-да! Евгений, не пытайтесь сэкономить с айфоном, глупо. Спасибо за видосы, Владимир Каначев, спасибо, что смотрите. Ты смотрел обзоры Meizu Pop Pro у других блогеров? Почему никто больше не оценил их звук, кроме тебя? Ты тестил их в основном на Huawei. Да, тестировал в основном на Huawei. И нет, подожди, я еще тестировал на Samsung. Олег. И мне не важно, что там написано. То есть смысл в том, что... Нет, я не смотрю обзоры других блогеров. Они гром и звук включают, чтобы послушать. А еще я расскажу, что вы найдете 2 хейтерских обзора на Vivo TVS на YouTube, притом топовых. Прям таких хейтерских, которые, что за шлак. На Vivo TVS, на лучшие вкладыши, которые продаются, есть хейтерские обзоры. Вот после этого мне вообще чихать, кто чего там где-то включал. Потому что я свои наушники даю людям слушать, помимо себя. И людям с музыкальным образованием. И да, конечно же, если у них нет, там, не знаю, возможности, как Киркоров, выступать с 30-тысячным населением, не населением, а не собирают они стадионы, они вот, значит, у них плохое образование музыкальное. А вот тех, кого вы видите по экрану, они, конечно, шарят. Музыканты тоже разные бывают. И к чему это все? К тому, что хорошо, ваше мнение базируется на мнении других блогеров. Еще раз повторяю, есть блогеры, которые считают, что Vivo TVS хлам. Есть блогеры, которые считают, что AirPods Pro ужасно звучат с айфоном. Ну окей. Были Meizu Pop 2, через 3 месяца в правом наушнике звук стал тише. Алексер, это проблема вообще Meizu. Meizu, у них тихий звук, а если он еще стал хуже, то плохо. Обращаю внимание, что по данным видео написано условия розыгрыша, и дальше нет информации, потому что зря вы человеку нагрубили. Ну, почему зря? Как делать репосты? 30 числа каждого месяца розыгрыш 5 Mi Band. Условия. Напрягитесь, нажмите. Я ничего не пытаюсь вам сказать плохого или хорошего, но там есть условия розыгрышей. Опа, гуд, чистая правда подтверждаю. Какие у вас часы? Я тестирую сейчас Active Watch 2 и тестирую какой-то хлам, от которого у меня чешется рука, но ничего, ни сыпью, ничем я не покрылся. Ношу неделю. Ну не хлам, но такие печальные часы, не садящиеся. Я не знаю, делать на них обзор или нет, я себя неделю мучаю. Пишите потом. Эксклюзив я даже включу. Все норм с описанием, я тоже так считаю, я проверил. Кстати, а в чем советуешь чистить сеточку затычек? Бывает, что пачкается. Стас, в телеграм-канале со скидками, вот как раз первая вообще штуковина, есть ссылка на тот набор, которым я чищу наушники. Я его не покажу, потому что он у меня далеко, вот. Но палочки, может, покажу, но вряд ли. Не покажу, они все там в наборе. Чаще всего убеждаешься, что там у этих блогеров не в слухе проблема, а продажности. Ну, Дизелит, я говорю, есть очень много маркеров, допустим, есть откровенный хлам, как просто хлам. И я еще раз повторяю, что даже обозревая хлам, даже на моем уровне канала, вы должны понимать, что я с легкостью могу брать деньги даже за хлам. Просто я беру у них девайсами и разыгрываю среди вас. То есть, если я Трансмарт обозреваю, я четко знаю, что это не супер-мега-колонка, которая лучше JBL или которая лучше, чем Анкера. Но я понимаю, что она неплохая за свою стоимость, и я понимаю, что я бы хотел ее разыграть, и все. Это все честно. Но опять же, даже на этом уровне я могу просто тупо за то, что я о чем-то рассказал, взять деньги. Не беру пока. Я вам сообщу, если что. Даже если хейтерская. А если вы представите там канал на 500 тысяч, допустим, дело же не в 500, у меня 200 тысяч, но у меня просмотров 10 тысяч на ролике. А если 100 тысяч просмотров на ролике, то там реально за каждую, вообще вот просто ты захейтил какие-нибудь уши или колонку, баксов 300 брать. 300-500, скорее всего 500. И плюс кто-то еще из этих людей купит эти колонки. Короче, все равно в плюсе. Вот. Я не знаю, как вам объяснить эту систему, но я думаю, вы прекрасно догадываетесь. Поэтому, да, я не вижу смысла, если ты все равно на этом деле как-то поднимешься, хвалить плохой товар. Вот. Будет сравнение AirDots 3 и AirDots Basic 2S? Не знаю, может быть. Привет, какие ТВС до 60 баксов? Не знаю. Топ-10 на канале есть. Мистер Хайзенберг, ты уже не первый раз это пишешь, и я считаю, что это ты троллишь. Но последний раз тебе отвечу. Есть топ-10 наушников
до 60 долларов на канале на прошлой неделе появился. Почему такие очки дорогие? Возможности, потому что от Xiaomi. Есть ли бюджетный вариант для студентов? Заранее спасибо. Есть. У тех же Xiaomi 700 рублей. Чуть-чуть хуже. Ну, 700-900. Вот. Когда обзор дотсов третьих? Когда дойдут? Хороши наушники, подскажите, пожалуйста. Пум-пум-пум-пум. Не успел. Xiaomi ZMI PurePods Pro. Хорошие, но есть лучше. Топ-10 наушников лучше на канале. Стоит ли покупать Syllable S119? Ну, это OEM, не знаю. Хотите, берите. Я бы не стал брать. Спасибо за ответы, хорошего стрима, но, к сожалению, пора идти спать. Стас, спасибо, что зашел. Да, время уже позднее, наверное, пора нам заканчивать наше общение. Кому не жалко, прожимаем лайк. Кому жалко, прожимаем дис. У тебя лучшие обзоры, спасибо, пожалуйста. Спасибо, что у вас так много было сегодня. Завтра будет стрим с розыгрышем Lemfa LEM 12 среди спонсоров. И что еще будет интересного? Завтра, что скажу, еще разыгрываю. И завтра какая-нибудь тема из жизни, если вы не против. Напишите, кому интересна какая-нибудь тема вот по жизни. Там, не знаю, как покупать шмот, как покупать девайсы дешево. Уже 1000 раз рассказывал. Во что играть, что смотреть, чем себя развлечь. Какой робот-пылесос взять, да, допустим. Щетки будут зубные новые? Да, есть бручок, у меня 2, тестирую. Какой робот-пылесос взять? Любой Xiaomi Midge. Спокойной ночи, тезка. Алекс Кос. Колс. Счастливо. Александр, какие ушки до 70 баксов? Топа посмотрел, нужен только звук. Meizu Pop Pro. Meizu Pop Pro. Vivo TVS Neo. Вкладыши. N3 вон всегда хуже будет. Вкладыши тоже. Живе Беларусь. Офицер Боб. Я вас понимаю, я вам в прямом смысле сочувствую. Но я живу в примерно такой же стране, просто она больше, с такими же проблемами. Как заработать столько же? Работать миллион раз. Привет, какой Oppo можно взять вменяемый с NFC? Не знаю, у меня не было обзоров на опповские телефоны. Где купить Xiaomi по оптимальной цене? На Али всегда на старте продаж. Экшн-камеры будут на обзорах? Да. Как называются очки за 7 сотен? Redmi, есть обзор на канале, я не помню. Напишите очки польза нет. Anker Soundcore Mini 2 или 3, или что-то еще. Просто на этих... Я не слушал ни то, ни другое, Ольга, к сожалению. У Анкера все колонки неплохо звучат, я прям уверен. Из того, что я слушал у Анкеров. И... А чего вам флеер не нравится? Я сделал у нее обзор, очень хорошая колонка. Но она дорогая, правда. Считать чужие деньги плохо. Зло абсолютное. Ну, у всех свои тараканы. Олег Аспан Канашев. Звук Buds Pro намного лучше, чем Buds Live и Buds Plus. Лучше, чем в Live. iPhone или Android? Много денег, яблоко и нечего думать. Но это прям совсем много денег. Когда я говорю много денег, я подразумеваю, что у вас зарплата больше, чем 4 сотки, и вы живете один. Ну, в рублях, ладно, в долларах. Ну, 1006 баксов. И у вас уже решена проблема с жильем, и вы один. Не платите алиментов там, не используете платную любовь, а с кем-то дружите. Вот. Потому что яблоко это очень дорого. То есть ты входишь в эту экосистему. Я не могу себе позволить яблоко. И вряд ли когда-то смогу. А как смог, семья, дети. Виктор С, спасибо. Vivo TVS или Anker, какой лучше брать? Вкладыши. Здорово, Сергей. Кинь ссылку на свою петличку. Накиньте, это самая Бония N1 или 0.1, самая простая. То есть дешевле нету. Вы берете Бони, и это самая дешевая петличка. Нормальный звук? Давайте я сейчас покажу. О, во, Боя. Я думаю, вы поняли. Ждать, купить AirDots 2S или ждать третьих?
Подождите, третьих. Чего-то как-то... А вот на нее фокус не хочет. Извините. Короче, боя. А дальше... Какие смарт-часы посоветуешь? Смотря какой у вас телефон. Был по поводу этого и стрима, обзоры, как-то мы не расходимся, чувствуете? Все бывает, так сказать. Завтра придет кто-нибудь на стрим, ставьте плюсики. Как мне его планировать с какой-нибудь суперинтересной темой из разряда «Здорово! Как вечер прошел?» Huawei FreeBuds Pro за 10 тысяч норм, если у вас Huawei. Да, окей, придумаю тему тогда. Я думаю, несложно это дело будет придумать. Артур минус отлично. Soundcore Live P2 Pro, хороший звук. И есть ли лучшие варианты за такую цену? Есть. Точка. Топ-10 на канале. Дороже $100. Посмотрите. Там вот прям злые наушники. Крутые очень. Очень. И синхи вторые, и всего чего. Jabra, правда, не 85-я, но 75-я. На стрим приду. Спокойной ночи. Спасибо, Н, спасибо, Вячеслав Николаевич, спасибо, Вячеслав Бережной, Владимир, Виктор, Серега и Розенплей. Саня, тут зло возмущается, что я повторяюсь. Хотел бы узнать про спинфиты для Halo. Можно ли подобрать или лучше пенные? Так у спинфиты это бренд. То есть вы можете спинфиты как пенные. У них разве нет пенных наушников, пенных амбушюр у спинфитов? По-моему, есть. Посмотрите. Берете линеечку по диаметру звуковода, вы можете на пальцах не объяснить. Короче, измеряйте и заказывайте. Но опять же, вы должны понимать, какого размера у вас ушной канал, чтобы подошел. Помимо того, что нормально на звуковод все это дело поместилось, чтобы еще в вашем ухе это нормально торчало. За 10 тысяч рублей нашел Buds Pro. Думаю, стоит ли брать, что думаешь? Уже ответил Оспан, я не знаю. С работой все решил, патрон еще месяц назад, даже больше. Уже 1,5 месяца я свободен. Привет, стоит ли покупать Liberty R2 за 5,5, версия без приближения или что-то лучше взять? По качеству звука. Я бы взял Meizu Pop Pro. Но опять же, и это мое мнение. Я говорю, читайте в комментариях, читайте под обзорами. На FOPA, люди не согласны. Звук у Feel лучше, чем в остальном Vivo. Это затычки, конечно, да. Еще и активный шумодав есть. Вы еще тут заработался. Привет, Саша. Алексей Куликов, спасибо, что зашел. Да я уже как бы заканчиваю. Завтра будет стрим, если будет возможность, приходи. Буду рад тебя увидеть. Meizu Pop Pro за 5400 или Anker P2 за 3700. Если не было ТВС до этого, бери Anker. И если ты не фанат звука. Все, давайте, счастливо. Спасибо большое, кто пришел. Спасибо тем, кто поддерживает канал. Не забываем прожать лайк напоследок. И давайте все-таки заканчивать. Говорю до свидания и стоп. Завтра на стриме поотвечаю на вопросы спонсоров. На следующее воскресенье всем остальным. Лучшие затычки для Galaxy в качестве гарнитуры. Любые самсунговские. Кто-нибудь мне скажет до свидания или нет? Дамир, счастливо. Вальдемар, тебя туда же. Очень рад, что вы заметили, что канал без мата, хамства и рекламы. И Дима, счастливо. Бэтбой, счастливо. Бедлам, удачи. Олег, good luck. Олег Олегович. Вячеслав Николаевич, спокойной ночи. Рассен Плей, счастливо. Антон, счастливо. Дизелит, счастливо. Виктор, удачи. Власюк, удачи. Тони, счастливо. Ромарио, счастливо. Игорь, счастливо. Алексей, Алекс Нортов, Куликов, Воробьев Алексей, офицер Боб, Дмитрий Близнецов, Гришка, Юрий Кузнецов, Артем, спасибо. Завтра увидимся на розыгрыше. Райнер, Евгений Ершов, счастливо. Женька, ты заходил? Приятно было не знать, что ты здесь. Серик Салимов, счастливо. Ярослав Рубис, счастливо. Алекс Хотин, good luck. Фарид, удачи. Алексей, YouTube завтра. Алексей Инкогнито, счастливо. Вячеслав Бережной, счастливо. Не набрали мы 700, ну и черт с ним. За 600 спасибо. Михаил, Дима, Олег и Атар. Все. Спокойной ночи. Спасибо, что зашли. Следующее воскресенье также стрим, и завтра тоже стрим. Взять Power какой фирмы зависит от того, какой у вас телефон и какой зарядкой быстрой его можно заряжать. Power Delivery, Dart Charge, сколько ватт, там много всего. Все,
Good luck!